История начинается с того, что 30-летний мужчина, получающий зарплату, садится за свой стол, чтобы поиграть в новую виртуальную игру. Он считает себя старым чудаком, но отмечает, что когда он в игре, он снова может быть молодым и может делать вещи, которые никогда не сможет сделать в реальной жизни жизнь. Он начал с того, что дал своему персонажу имя Земля и создал самого скучного персонажа, который когда-либо существовал. Он знает, что Земля ничем особенным не выделяется, но объясняет, что он все равно не подходит на роль главного героя. Он не полный дегенерат, поскольку на самом деле зарабатывает на жизнь, поэтому может играть всего 2-3 часа в день. Он боится, что может причинить неприятности другим игрокам, если попытается играть с ними, поэтому большую часть времени он решил проводить в одиночку. Что касается навыков выбора, то он предпочитает выбирать в основном те вещи, которые были недостаточно мощными или испорчены во время бета-тестирования. Таким образом, хардкорные геймеры оставят его в покое, и он сможет играть в игру в своем собственном темпе. Навык врачевания довольно бесполезен, так как зелья можно дешево приобрести у НПК. Навык удара ногой не имеет специальных атак, так что вы не можете стать врагами всего с одной атакой. Точность стрельбы из луков очень низкая. Скрытность имеет высокую стоимость МП, и если ты двигаешься, тебя легко найти, так что это не очень хорошо для того, чтобы убегать от монстров. Навык улучшенные физические способности предположительно дает бонус к бегу, использованию оружия или крафту. Но это небольшой бонус, так что если кто-то хочет быть сильным, ему следует выбрать что-то более специализированное. Обладая этими навыками, он, возможно, создал худшего персонажа в истории любой игры, но по-другому у него и быть не могло. Выбирая навыки, которые недостаточно сильны, другие люди хотят избегать его как чумы, так что он может просто расслабиться и играть по-своему. Он наконец-то вступает в игру под названием One More Free Life Online, которая названа так потому, что в ней игроки могут наслаждаться другой жизнью. В квесте «Финальный босс» нет ничего сложного, так что игроки могут проводить все свое время, сражаясь с монстрами или занимаясь ремеслом, специализирующимся на изготовлении предметов. Или же они могут просто пообщаться с другими игроками. По сути, это игра для людей, которые ненавидят свою ужасную реальную жизнь и предпочитают просто существовать, а не жить в метавселенной. Здесь полно народу, потому что сегодня первый день релиза, и какая-то случайная девушка звонит на Землю, чтобы продать ему кое-какое оборудование. Прежде чем он успевает уйти, все восхищаются возвращающимися героями, а медсестра отмечает, что среди них нет ни одного лучника. Как раз в этот момент парень, который решил нарядиться как обладатель золотой медали, выбирает Землю, и медсестра может думать только о том, какой это ужасный способ победить. Начните его первый рабочий день. Сэр Мерцающий много указывает на то, что луки бесполезны, и высмеивает Землю за то, что она странная. Он называет Землю придурком и неудачником и прячет лицо Земли, используя бетонный пол. Земля чувствует себя ужасно, и ходячий трофей решает просто уйти. Понятно, что люди на самом деле не любят лучников, но Земля полностью согласна с этим. В тренировочном зале Земля приходит в восторг, когда видит, как тренируются другие, и решает тоже выложиться по полной. К сожалению, единственная мишень, в которую ему удается попасть, это Земля. Он быстро понимает, что едва ли вообще способен стрелять из лука, но полон решимости совершенствоваться с практикой. Он продолжает терпеть неудачи, попадая во все, кроме мишени, и понимает, что это еще менее точно, чем то, что он слышал. Спустя 100 выстрелов Земля празднует достижение 5-го уровня и пробует свои удары ногами. Они стали сильнее, и он пробует свое заклинание ветра, чтобы обнаружить, что оно более точное, чем его стрелы. Обладая всеми минимальными навыками, необходимыми для выживания, Земля решает отправиться на поле боя, но обнаруживает, что со всеми новыми игроками там полный бардак. Он решает сосредоточиться на сборе трав, но обнаруживает, что игроки не в состоянии определить, что это за предметы после того, как соберут их. Так что он пытается оценить это по достоинству. Он также несколько раз потерпел неудачу в оценке, но в конце концов повысил свой навык врачевания, и это сработало. Он заметил, что одна из собранных им трав более смертоносна, чем тетрадь смерти с неограниченным количеством страниц, поскольку она мгновенно останавливает дыхание человека, который ее съест, и убивает его. Земля в ярости из-за того, что разработчики поместили это в стартовую зону, и рада, что он научился оценивать. После покупки набора для создания лекарств для начинающих, Земля пытается приготовить целебные зелья. Земля дает Уолтеру Уайту шанс заработать свои деньги и каким-то образом умудряется приготовить обычное целебное зелье. После этого он использует целебное противоядие и обнаруживает, что как только он приготовил что-то одно, игра позволяет ему делать их партиями. Земля напоминает себе, что люди могут покупать зелье у НПК по очень низкой цене, а это значит, что никто не захочет его. Его навык врачевания достигает 7-го уровня, так что Земля решает отправиться на охоту прямо сейчас. К счастью, она немного опустела, так что Земля получает первое место по добыче свирепого зверя. Земля думает о том, что луки стреляют не так быстро, поэтому первый выстрел действительно важен. Конечно же, он полностью промахивается, и кролик приходит отомстить. Земле удается послать стрелу прямо в его крошечную лапку, а затем ударить его коленом в живот. В довершение всего Земля ведет себя так, будто собирается забить гол на чемпионате мира и отправляет кролика в полет. Земля решает, что он больше умеет бить ногами, чем стрелять из лука, и два человека прибывают поприветствовать Землю. Тот, кого называют по имени, с трудом сдерживает смех.
так как услышал, как кролик издал безумный звук, которого никогда раньше не слышал. Он утверждает, что юмор — это справедливость, и заставляет Землю задуматься, комик он или что-то в этом роде. Девочку зовут Милли, и они спрашивают Землю, могут ли они отправлять запросы на добавление в друзья. Зои в восторге, когда Земля разрешает им это, и говорит, что они могут стать лучшим комедийным дуэтом. Они уходят, а Земля пытается получить больше опыта. Он быстро понимает, что кролики не глупы, и они замечают его, даже когда он пытается атаковать из их слепой зоны. Его заклинание ветра способно победить одного из маленьких кроликов, но он хочет испробовать свое заклинание подкрадывания, чтобы незаметно подкрасться к одному из них. Это работает, поэтому он указывает, что хотя лук никогда не попадает в цель, и вы не можете использовать подкрадывание, чтобы убежать. Соединение их вместе делает их действительно сильными. Земля выходит из системы, зная, что хардкорные геймеры не будут спать всю ночь, но утром ему нужно работать. На следующий день Земля съедает какой-то ужасный на вкус хлеб и решает приготовить себе еду самостоятельно. Он делает стейк в стиле Гордона Рамзи, приправляя его до совершенства, но понимает, что понятия не имеет, что он делает, когда у него ужасный вкус. Блюдо оценивается на 2 балла, так что Земля вносит некоторые коррективы. Во второй раз оно получилось великолепным на вкус, но он хочет, чтобы оно было на несколько баллов выше. Когда он направляет своего внутреннего железного шеф-повара, все, кто находится поблизости, начинают испытывать любопытство, почувствовав запах чего-то вкусного. Земля доедает свое блюдо, которое получает 7 баллов, но все горожане приходят, чтобы потребовать еще. Земля не хочет продавать колено, поэтому он назначает за него смешную цену и шокирован тем, что они готовы платить. Затем он потратил весь вечер на приготовление пищи, что повысило его кулинарный уровень до 20 и позволило освоить навык, который позволял ему готовить намного быстрее. Позже Земля решила приготовить лук. На лук нет спроса, поэтому лучникам приходится изготавливать свои собственные. Его первый лук настолько прост, насколько это возможно, так что у него всего 3 очка и 4 атаки. Однако его следующий лук имеет несколько улучшений. Он использует 3 куска дерева и шлифует некоторые детали, чтобы они лучше подходили друг к другу. Это значительное улучшение, и у него ударная вязкость достигает 12 раз. Наконец-то Земля улучшил свою чрезвычайно невзрачную внешность, добавив немного брони, и проверил свои характеристики, чтобы быть приятно удивленным всеми его успехами. Однако у Земли заканчиваются деньги, поэтому он кладет в торговый автомат несколько продуктов питания вместе с отличным целебным зельем, которое он хочет протестировать. После этого мы видим, что Земля добилась большого прогресса, победив нескольких могущественных зверей. Сражаться намного легче с его самодельным луком и улучшенными навыками. Он возвращается к торговому автомату и находит несколько приятных писем, в которых хвалит все, что он сделал. Все идет лучше, чем он мог себе представить, но это длится недолго, так как вскоре все они подвергаются жестокой атаке со стороны новой системы. Он возвращается в город и обнаруживает, что все в бешенстве. Все ищут кого-нибудь, кто владеет навыками врачевания, и отчаянно кричат, чтобы кто-нибудь продал им зелье. Земля в замешательстве, так как он думал, что зелье можно просто купить у НПК, а Зувей объясняет, что НПК говорят, что у них их нет. Это ужасно для Земли, так как все будут выпрашивать у него зелья, которые он оставил в торговом автомате. Это произойдет раньше, чем ожидалось, поэтому Земля сообщает всем, что вводит ограничения на количество, которое они могут купить. Он также назначает абсурдную цену, но все равно все легко соглашаются. Добрые надписи на торговых автоматах превращаются в просьбы поторопиться, и на помощь приходят его друзья. Зои отвечает за контроль над толпой, а Милли предлагает заняться деньгами. На Земле на сегодня закончились зелья, поэтому Гарри Поттер и его мальчики решили вернуться завтра. Ходячий трофей появляется во второй раз и требует, чтобы Земля отдала ему все зелья, которые у него есть. Земля приходит в упадок, поэтому сэр мерцает часто, угрожая их жизням. Земля наконец-то вступается за себя и показывает хулигану, что горожане в отчаянии и на самом деле он один в опасности. Земля говорит ему подождать, как и всем остальным, но ходячий диско-шар пытается просто заплатить ему. Земля предупреждает его не делать этого слишком сильно, так как если НПК также перестанут продавать оружие и броню, им придется зависеть от ремесленников. И хулигану придется научиться ладить с другими. Другие игроки. Этот парень, как лауреат премии «Оскар», отказывается выслушивать лекции и бросает вызов Земле в ПВП. Зои предупреждает его не делать этого, но Земля никому не позволит командовать людьми. Земля соглашается и решает, что он воспользуется высокомерием хулигана, чтобы помочь ему найти возможность атаковать его слабое место. Златовласка начинает с мощной атаки, но Земля легко уклоняется от нее. Она мгновенно находит слабое место парня и посылает стрелу прямо ему в шею. Конечно же, хулиган шокирован, и Земля объявлена победителем. Земля очень скромно относится к своей победе и говорит всем, что завтра у него будет еще больше зелий. Земля выходит из системы, довольный тем, что его день прошел успешно, и предполагает, что эти хулиганы, вероятно, выйдут из игры. Прошло несколько дней после инцидента, когда исчезли зелья, и Земля стал самым важным человеком в округе. Мы обнаружили, что мир игры немного изменился. Медицина больше не считается бесполезным навыком. Узнав, что у неигровых персонажей может закончиться инвентарь, игроки переосмысливают навык медицины. Земля возвращается в игру, где благодарит Куэя за приглашение в гильдию, лидером которой он является. Куэй, на котором так много красного, что он может остановить движение без пешеходного перехода, попросил других
других членов своей команды представиться, начиная с гигантского бегемота по имени Ярость. Он танкист и пользуется одноручным топором и щитом. Этот парень с большим энтузиазмом относится к парню по имени Ярость и объясняет, что он будет усиливать врагов за них всех. Еще одна участница по имени Нора представляет себя и объясняет, что она в основном занимается рукопашным боем на коротких мечах. Последний участник – Казамин, и он мастерски владеет мечом-бастардом. Земля начинает представляться, но его прерывают, так как в этом нет необходимости. Человеческий знак «Стоп» объясняет, что Земля сделал себе громкое имя после того, как он познакомил этого хулигана с одной из своих стрел. Сейчас все говорят о том, какой он сильный, но Земля думает о том, что этот парень был просто неквалифицированным шутом, и Земля не хотела выделяться вот так. Земля отмечает, что их команда довольно неуравновешена, поскольку у них есть 4 бойца ближнего боя, 1 маг и лучник. Однако оказывается, что Милли может использовать более одной стихии, а Нора – магию исцеления. Кувейт с такими рыжими волосами, что даже солнце хочет, чтобы они были в тени, объясняет, что их первая цель очень сложная, так как это дикий медведь. Взволнованная группа выражает уверенность, что они смогут это сделать, но Земля понятия не имеет, откуда это берется. Кувей с такими рыжими волосами, что он мог бы заряжать солнечные батареи в пасмурный день, слышит его и объясняет, что это потому, что ему тяжело их нести. Земля пытается объяснить, что он никогда раньше не видел диких медведей, но он слышал, что они быстрые и умные, и его действительно трудно победить. Куэй, похоже, витает в облаках, игнорируя опасения Земли и заявляя, что как только они закончат, Земля будет готова. Приготовь им что-нибудь вкусненькое. Все с нетерпением отправляются в путь, но Земля не может быть менее взволнована. Несколько мгновений спустя Земля обнаруживает несколько диких медведей, но они находятся в компании, поэтому выбирают цель, на которую могут напасть всей толпой. Остальные отмечают, насколько полезен навык дальновидения, и понимают, что присутствие Земли рядом очень ценно. Милли полирует знак аварийного выхода человека, когда они готовятся выманить одного из медведей, и Земля решает отделиться от них, чтобы использовать свой навык скрытности. Он всадил стрелу медведю прямо в затылок, но что удивительно, у него не было плана на случай, если медведь разозлится. К счастью, Ярость, которая выглядит как замок, у которого выросли руки, прыгает вперед, чтобы принять удар на себя. Земля объясняет, что у монстров есть скрытый параметр под названием агрессивность, который показывает, на кого они злятся. Ярость – это танк с высокой защитой, поэтому он направит гнев противника на себя и защитит их. Пока ходячая крепость делает это, Земля уходит в кусты, чтобы он мог атаковать издалека. Милли исцеляет Ярость, а Нора тоже прыгает, чтобы нанести какой-нибудь урон. Остальные тоже атакуют, но все они понимают, что медвежья шкура слишком жесткая. Милли накладывает на нее огненное заклинание, которое привлекает внимание Бита, так что Ярость снова усиливает его. Бой становится довольно ожесточенным, и пожарный гидрант человек только сейчас понимает, что, возможно, недооценил своего противника. Земля видит, что дела идут плохо, и решает, что ему нужно быстро принять решающее решение. Он решает довериться своему 38-летнему жизненному опыту и сделать рискованную ставку. У него есть только один шанс, и он называет свое имя прямо между глаз медведя, предполагая, что это его слабое место. Кажется, что это сработало, но на самом деле это не так, и все задаются вопросом, не будут ли они уничтожены. Они не могут поверить, что у него так много здоровья, и Земля решает использовать свой последний вариант. Остальные беспокоятся за его безопасность, но Земля просто ныряет прямо в воду и использует заклинание, которое он выучил на 15 уровне магии ветра. Всего на 10 секунд это дает огромный толчок к «двигайся быстрее». Земля использует это, чтобы вонзить свою стрелу поглубже в череп зверя, а Милли использует мощное огненное заклинание. Зверь наконец-то уничтожен, и остальные понимают, что битва была намного жестче, чем ожидалось. После этого Земля кормит группу, и все восхищаются тем, насколько это вкусно. Все они задаются вопросом, дорого ли стоит готовить такую вкусную еду, но Земля объясняет, что это не так. Единственная проблема в том, что эту еду нельзя купить. Это потому, что среди ремесленников существует негласное правило, они не обмениваются рецептами. Одна из причин этого заключается в том, что разработка рецепта отнимает массу времени и денег. А вторая причина заключается в том, что два человека, готовящие по одному и тому же рецепту, могут получить продукты совершенно разного качества. Рецепты – это результат упорного труда и творчества людей, которые их готовили. Рецепты можно скопировать, но качества нет. И то же самое верно для видео с обзором аниме. Кавей, на котором так много красного, что он может быть ответственен за глобальное потепление, предлагает, чтобы Земля всегда готовила для них по-настоящему дешево. И все они согласны с этим. Земля, очевидно, предпочла бы этого не делать, но никто не слушает нашего скромного главного героя. Тем не менее, все просят пригласить друзей, и благодаря этому первые приключения Земли с вечеринкой прошло успешно. Однако в следующей сцене мы узнаем, что что-то пошло не так. Если заглянуть в не столь отдаленное прошлое, то можно увидеть, что Земля продала монстра и набралась смелости войти в лес в 5-й зоне. В итоге он напал не на того муравья, и тот позвал еще больше своих приятелей. Земля удвоила свои усилия, атаковав его, но обнаружила, что может отражать урон. Земля не мог пошевелиться, так как его тело онемело, и он понял, что обречен. Земля понесла наказание за смерть и была перенесена обратно в город. Наш зрелый искатель приключений признает, что он сам виноват в своей самонадеянности и решает, что в следующий раз ему просто придется действовать лучше. Именно в этот момент
момент все игроки получают сообщение о предстоящем крупном обновлении под названием Бал фей. В дополнение к новым искусствам и навыкам будут добавлены новые предметы для ремесленников, а также феи, которые будут поддерживать их в их приключениях. Земля мгновенно осознает, что другие игроки тоже будут повышать свой уровень, поэтому он больше не сможет получать штрафы за смерть. Позже мы увидим, что Земля выбрался из-под тяжелого штрафа и научился кузнечному делу. Будучи злопамятным авантюристом, каким он является, Земля решил сделать наконечник стрелы, который мог бы пробить шкуру каменного муравья. Во-первых, он получил два вида железа. Одно из них было основным железом для прокалывания, а второе предназначалось для нанесения ударов дубинкой, поэтому он использовал для этого чистую форму железа. Прикрепив железный наконечник, который он сделал к деревянной стреле, он смог создать железную стрелу с 7 ударами. После этого он сделал наконечник, похожий на булаву, для нанесения ударов дубинкой. Земля уверена, что в конечном итоге он столкнется с большим количеством врагов, которые смогут отражать удары ногами, и вдобавок к этому удары ногами не позволяют ему вооружиться оружием. Поэтому, чтобы решить обе эти проблемы, он решает сделать несколько симпатичных ботинок для убийства. Он заканчивает работу над своим прототипом, который обладает потрясающей 12-кратной атакой, но решает, что ему все равно нужно протестировать его, чтобы внести улучшение. Как раз в этот момент появляется пара придурков, которые называют его ботинки странными на вид. Они задаются вопросом, что это ботинки или оружие, но Земля с гордостью объясняет, что это и то, и другое, и парень от изумления перестает быть придурком. Позже наш главный герой покупает тетивы для лука, и продавщица отмечает, как устрашающе выглядят его ноги. Она не может поверить, насколько жестоко это звучит, когда Эрт объясняет, что он собирается сбрить несколько муравьев, а она думала, что он просто шеф-повар. Что касается его лука, Эрт объясняет, что он достиг 30 уровня стрельбы из лука и решил специализироваться. У него есть три варианта на выбор: рыбацкий лук, длинный лук и охотничий лук. Рыбацкие луки просты в использовании, но их дальность действия ограничена. Они ему не подходят, так как он не боец ближнего боя. Длинные луки обладают дальнобойностью и мощью, но для стрельбы требуется много времени. Они не подходят для одиночных игроков. Это означает, что ему, вероятно, следует выбрать охотничий лук, поскольку он обладает такой же дальнобойностью и мощью, как и тот, который он использовал. Это именно тот навык, который он выбирает, и указал, что это более мощный навык, так что он получит больше бонуса к атаке. Сделав это, он начинает делать свой новый лук и выбирает дизайн, который ему нравится. Кузнец по имени Блэк увидел, над чем он работает, и был потрясен, так как никогда не видел лука, подобного тому, что делает Земля. Земля заканчивает работу вскоре после этого, и мы видим, что у этого лука очень мощная атака в 32 удара. Луку, который он называет X-Bow, требуется больше силы, чтобы отвести удар, чем у его старого лука, но ощущения от него отличные, и он намного мощнее. Земля проявляет свою сентиментальную сторону, нежно поглаживая свой старый лук и шепча слова благодарности, благодаря его за все, что он сделал для него. Он быстро приходит в себя и с нетерпением ждет возможности опробовать свой новый лук. На следующий день наш мальчик возвращается в лес с решимостью, которая в конечном итоге разрушает стремление Наруто стать Хокаге. Он находит тот, который не связан ни с какими другими, и поджигает его своей стрелой-дубинкой. Тупой муравей пытается отразить урон, но Земля добивает его своей заостренной стрелой. Но с Землей еще не покончено, так как у нее еще много возможностей отомстить, поэтому она начинает бить дубинками. Стоя перед всеми уничтоженными муравьями, Земля с гордостью объявляет о своей тяжелой победе. Однако не похоже, что он утолил свою ненасытную жажду мести, поскольку Земля тащит их трупы по городу. У него есть веская причина, и она заключается в том, что их экзоскелеты можно использовать для изготовления брони. Как раз в этот момент объявляется, что бал фей вот-вот начнется. Земля поражен, увидев перед собой кристалл контракта, и он надеется, что сможет заключить контракт с феей ветра, так как он лучник. Пока вокруг нет монстров, можно смело попробовать, поэтому он начинает ритуал. Земля с изумлением наблюдает, как кристалл начинает интенсивно вибрировать, но он разбивается, а вместе с ним и духи Земли. Позже Земля встречается с парнем, который выглядит так, будто его спонсируют вулканы, и рассказывает ему о своем неудачном волшебном ритуале. Все остальные преуспели в своем, и они призывают Землю не сдаваться. В объявлении упоминалось что-то о том, что это только первая половина, так что он, возможно, сможет заполучить свою фею во второй половине. Кроме того, сломанный предмет не исчез, а это значит, что у него все еще есть еще один шанс. Кавайный мальчик с такими рыжими волосами, что они могли бы вызвать солнечный ожог у лобстера, испытывает облегчение от того, что они решили одну проблему. Но не может не задуматься о другой. Почему всем феям, кажется, так нравится Земля? Некоторое время спустя наш герой задумывается о том, что в последнее время феи почему-то стали относиться к нему так дружелюбно. Перед ним появляется фея, но он извиняется и объясняет, что не может заключить с ней контракт, так как его кристалл разбит. Глупое маленькое существо, похоже, ничего не понимает, поэтому Земля просто позволяет ему делать свое дело и смотрит на его статистику. Он поражен, увидев, что его навыки значительно возросли, а это значит, что теперь он может освоить более специализированный навык. По-видимому, забыв, что его первоначальной целью было не дать себя одолеть, он понимает, что если он сможет овладеть новыми навыками, то сможет сражаться совершенно по-новому. После этого Земля начинает свое первое путешествие в подземелье, и мы видим, что он тестирует свои новые милые ботинки для убийства. Земля чудом избежал смерти и думает о том, что он помнит, как в детстве исследовал подобные пещеры. Он все еще был ребенком, так что все это было для него очень захватывающе.
Захватывающее чувство неизведанного было для него потрясающим, и он думал, что никогда больше не испытает этого. Однако этот новый мир действительно полон приключений. Опасный паук появляется из ниоткуда, но Земля производит наилучшее впечатление на Робина Гуда и зажимает его прямо между всеми своими глаза. За этим следует атака ветра, но паук еще не закончил. Земля использует свой недавно выученный прыжок в высоту, в результате чего он ударяется головой, но занимает идеальную позицию. Его ботинки с голенищами оказались чрезвычайно мощными, так как Земля может одним выстрелом сбить паука. Из трупа паука появляются темные феи, которые явно хотят, чтобы за ними следили, и Земля это делает. Путешествие опасное, так как Земля указывает на то, что раньше он не смог бы пройти этот путь. Но он научился еще одному навыку, называемому устойчивым центром тяжести. Феи приводят его к потайной двери, где Земля находит то, что он считает просто старым кольцом. Вместо того, чтобы примерить его, Земля решает, что он просто сохранит его как память о своих приключениях. Как раз в этот момент в игровом сообщении сообщается, что вторая половина бала фей будет называться турниром «Битва фей». Земля возвращается в город, где узнает подробности. Здесь объясняется, что участвуя в определенном количестве сражений между игроками или побеждая в них, их феи эволюционируют и принимают новую форму. Игроки не смогут развить их, сражаясь с одними и теми же противниками снова и снова, поэтому рекомендуется, чтобы они старались много сражаться о разных противниках. 16 лучших игроков в этом специальном режиме PvP будут приглашены на турнир, где победителям будут вручены потрясающие призы. Не только это, но и многое другое появится в обновлении. Игрокам будут выдаваться титулы, а также есть скрытые титулы, которые игроки могут заработать в зависимости от своего стиля игры. Однако для Земли важнее то, что те, кто не сможет заключить контракты с феями на первом этапе, смогут восстановить свои контрактные кристаллы в PvP. Восстановленные контрактные кристаллы имеют гарантированный процент успеха и более высокую вероятность появления редких фей. Так называемая самоидентификация фей также будет разблокирована, что означает, что феи будут действовать иначе, чем раньше. Обновление появится очень скоро, и Земля поражена, увидев, что все по-настоящему взволнованы. Наш гениальный главный герой мгновенно понимает, что может возникнуть проблема. Есть много людей, которые не очень хороши в PvP, поэтому он задается вопросом, начнут ли люди нападать на ремесленников, которые не очень хороши в бою. Земля отправляется спросить кузнеца, который выглядит так, будто весь вымазан детским маслом, о его беспокойстве. Блэк объясняет, что Земле не нужно беспокоиться о PvP, поскольку все ремесленники договорились, что если кто-то попытается заставить одного из них сражаться, они расскажут об этом друг другу. Более того, этот парень, который сияет как только что натертый спортивный автомобиль, считает, что никто не настолько глуп, чтобы сделать что-то, если это означает нажить врага во всей гильдии. Земля испытывает облегчение, поэтому Блэк спрашивает его, был ли он уже в недавно открытом городе. Сэр много размышляет и объясняет, что они только что открыли варп-портал в новый город под названием Нексия, так что добраться туда легко. И именно там собирается толпа любителей хардкорного PvP. Люди, которые хотят не торопиться, собираются вместе, чтобы сразиться в окрестностях первого города. Очевидно, что игроки делятся на группы, что только подчеркивает, что принятие подобных решений игроками – это одна из замечательных особенностей онлайн-игр. Земля задается вопросом, планирует ли Блэк сражаться в первом городе, но светящаяся палочка человека говорит, что он счастливее, просто размахивая своим молотом. Затем Земля думает о том, что существует множество способов, которыми игроки могут насладиться событием, и задается вопросом, что ему следует делать. Проходит некоторое время, и мы приходим в день обновления. Люди смотрят на Землю в шоке, перешептываясь о том, что его титул определенно редкий, так что Земля проверяет это сам. Земля совершенно потрясена и смущена, узнав, что его титул «Фея Плая». Этот титул дается тем, кого любят феи. Этот титул слишком выделяется на его вкус, но он помнит, что если он примет участие в PvP, то он исчезнет. Маленький игрок отчаянно умоляет кого-нибудь сразиться с ним, и девочка по имени Рона вызвалась добровольцем. Рона знакома с ним и объясняет, что она состоит в гильдии Блюкала, то есть Вэй. Она мастер боевых искусств, поэтому с нетерпением ждала встречи с ним с тех пор, как услышала о способностях своего мальчика бить ногами. Они готовятся к битве, но тут же приходят в шок, когда фея Роны, кажется, хочет что-то сказать Земле. Становится совершенно очевидно, что птичка Твити не хочет драться, и Рона не может поверить, что ее обычно очень застенчивая птичка выражает свои чувства подобным образом. Толпа восхищается феей Плаей в действии, но Земля ненавидит это и снова просит кого-нибудь сразиться с ним. После нескольких неудачных попыток Земля понимает, что ни одна из фей не согласится сразиться с ним, и он проклинает разработчиков за то, что они так с ним поступили. Некоторое время спустя, когда наш мальчик готовит пир, звонит Рона и просит совета. Еще до того, как она успевает что-либо сказать, Земля уже знает, что ее проблема в том, что ее фея ничего не ест, и она хочет, чтобы он приготовил еду, которую она съест. Рона сразу же хочет знать, откуда он узнал о ее проблеме, и медсестра лихорадочно объясняет, что это потому, что по крайней мере половина официанток занята. Прошу о том же самом прямо сейчас. Он рассказывает, что все началось с того, что какой-то лысый чувак сказал ему, что его фея больше не хочет есть хлеб, которым он ее кормил. Этот парень, похожий на Джеффа Безоса, вспомнил, что Земля отлично готовит стейк, и решил спросить Землю, может ли он приготовить что-нибудь для своей феи. Просьба показалась нашему герою достаточно простой, поэтому он согласился, и они оба отпраздновали это событие.
события. Однако все быстро узнали об этом, и вскоре он уже готовил для всего города, напоминая всем, что каждый получает только по 3 порции. После долгого рабочего дня Земля благодарит Рону за помощь. Сейчас все намного спокойнее. Земля объясняет, что сейчас все больше ремесленников готовят волшебную еду, так что он наконец-то может закрыть магазин. К сожалению, Земля готовила все это время, так что у него не было возможности ознакомиться с новым дополнением, и он не знает, с чего начать. Очень настойчивая Нора говорит ему, что если у него ничего не запланировано, то им следует вместе осмотреть новый город. Они прибывают в Нексию и обнаруживают, что там идет ПВП, и Рона спрашивает его, есть ли что-то странное в том, что Фея-волк участвует в битве. Земля тоже это заметила, но мы видим, что битва уже началась. Блондинистый чувак инициирует драку, но Земля поражена защитником, так как он блокирует вручную, а система не делает это за него. Однако парень в доспехах, которые выглядят так, будто сделаны из шоколада, приказывает своему волку атаковать, но тот игнорирует команду, и человек может атаковать. Верь, что это происходит снова. Блондин добивает его, но Рона в замешательстве, так как предполагается, что феи не могут просто игнорировать это приказ его хозяина. Затем Земля шокирующе раскрывает, что рыцарь в шоколаде является рабом-пользователем Фейри. Рабами-пользователями Фейри называют людей, которые жестоко обращаются со своими феями. Если владелец ударит свою фею, чтобы заставить ее делать то, что он хочет, или будет относиться к ней не по-доброму, она, вероятно, перестанет слушаться. Конечно, сам фея Плая не одобряет такого поведения и считает, что граф Чокула получает по заслугам. У этого чувака такой вид, будто он вот-вот ударит свою фею за неповиновение, и Земля сразу может сказать, что вот-вот произойдет что-то действительно плохое. Он вспоминает, что видел видео, на котором рабыня-фея жестоко обращается со своей феей. Владелец был расстроен тем, что его фея поработила его, как и должно быть, и бросил его на землю. Земля объясняет, что если игрок слишком сильно оскорбляет свою фею, владельцу придется бороться с ней в качестве наказания. Парень на видео, очевидно, не знал потрясающей механики этой игры и получил по заслугам. Если игрок проигрывает битву, фея забирает свой контрактный кристалл, и все данные игрока, связанные с феей, сбрасываются. Рыцарь Брауни, похоже, знал об этом и решил не наносить ответный удар своей фее. Земля объясняет, что системы, подобные этой, были более распространены в старых играх. Если игрок отдавал слишком много неразумных приказов, его питомцы внезапно выходили из-под контроля или нападали на игрока. В наши дни в большинстве игр игрокам дается легче, но разработчики этой, похоже, пытаются воссоздать ощущение старой школьной мо. День подходит к концу, но Йорс, как истинный геймер, не может перестать думать о том, что произошло в игре. Это суровая реальность, но он понимает, что в то время как некоторые люди действительно заботятся о своих феях, другие просто не заботятся. Некоторое время спустя коричневый рыцарь просит ее о помощи, так как он играет за фей. Этот обидчик животных хочет знать, как помириться с этой феей, так как он видел то же видео, что и Земля, и он не хочет, чтобы это случилось с ним. Земля, играющий сейчас роль доктора Фила, спрашивает, почему он был груб со своей феей в первую очередь. Парень объясняет, что он просмотрел несколько онлайн-руководств о том, как вырастить фею, и все игроки в них обращались со своими феями как с цирковыми животными. Этот чувак, очевидно, не знает, как пользоваться собственным мозгом, и просто подумал, что именно так это и должно быть сделано. Проблема в том, что с обновлением все изменилось. У фей теперь есть свои особенности, и они больше не хотят слушать. Увидев, что удар не помогает, сэр Шоколад говорит, что он попробовал ударить еще пару раз, чтобы посмотреть, решит ли это проблему. Но на этот раз ему стало казаться, что ему не следовало этого делать. Этот парень предлагает деньги за помощь Земле, но Земля отказывает этому человеку в мелочах. Тогда Земля начинает дурачить доктора Фила, когда он говорит ему прекратить пытаться решить свои проблемы таким образом, поскольку это только создаст вредную привычку. Затем Земля дает несколько простых советов, которые, вероятно, имеют здравый смысл для большинства людей. И этот совет заключается в том, чтобы просто относиться к своей фее как к другу. Эта революционная идея сводит парня с ума, и Земля объясняет, что ему просто нужно бороться вместе с ней, делать перерывы. А когда они закончат приключения и вернутся в город, попрощаться с ней, прежде чем он выйдет из системы. Проще говоря, если он будет заботиться о своей фее, то она это почувствует. Совместное употребление пищи тоже поможет. Мужчина признает Землю шеф-поваром Фея Плая, прозвище, которое Земля ненавидит, и мужчина спрашивает, может ли он приготовить ему что-нибудь, что сделало бы его фею счастливой. Фея Плая сама готовит что-то, что, я надеюсь, на вкус лучше, чем выглядит, и парень и его фея разделяют нежный момент. Земля говорит ему, что все очень просто, и скоро их отношения наладятся. Этот насыщенный событиями день подходит к концу, но Земля удивляется, когда появляется человек, закованный в броню. Он представляется как Сильвер и странным образом просит Землю отправиться с ним в место, где вокруг не так много людей. Они куда-то идут, так как Земля не может не обратить внимания на экипировку парня, поскольку это явно одно из лучших снаряжений в игре. Земля предполагает, что он должно быть один из лучших игроков в игре, и Сильвер спрашивает его, встречал ли он когда-нибудь человека по имени Глэд. Земля этого не делала, поэтому Сильвер, у которого волос на лице больше, чем на лице, объясняет, что ходят слухи, что Глэд нацелен на игроков, у которых есть титул волшебного игрока.
Глэд был бывшим членом его партии. У них были проблемы с его поведением, но он был очень опытным танкистом. Через некоторое время Глэд стал высокомерным и начал смотреть на других участников свысока. Когда началось нынешнее мероприятие, он был единственным, кто не смог заключить контракт с Ферри. Он очень расстроился и начал вымещать это на других участниках. Сильвер их лидер, поэтому он решил, что ему нужно изгнать нарушителя спокойствия. Сильвер объясняет, что ситуация становится только хуже, и он призывает свою взрослую гигантскую фею. Земля поражена, увидев светлую валькирию, так как это идеальная гуманоидная фея. Сильвер продолжает рассказывать, что после последнего обновления Глэд смогла получить новый кристалл контракта и заключить контракт с феей Темного Лиса. Глэд теперь ходит повсюду, вызывая людей на специальные PvP-поединки, так что Земля предполагает, что Глэд все еще затаил глубокую обиду. Глэд наверняка воспользуется турниром в последний день мероприятия, чтобы показать свою силу, поэтому Сильвер хочет, чтобы Земля была осторожна и держалась от него подальше. Когда этот парень уходит, Земля думает о том, что он не до конца доверяет пожилому гражданину и как опасно верить только одной стороне истории. Позже Земля отправляется на охоту, поскольку знает, что это противоречит условиям предоставления услуг, вызывать кого-то на PvP, пока он сражается с монстрами. Даже если Глэд охотится за ним, пока он охотится, он будет в безопасности. Земля по-настоящему разозлила Винни-Пуха, и он применил новую классную атаку, чтобы всадить ему в морду кучу стрел. Он убедился, что тот не может двигаться, и прикончил его своими острыми, как бритва, сапогами, несущей смерть. Он утверждает, что новое искусство владения луком, которому он научился, очень полезно, но все равно тяжело сражаться с диким медведем в одиночку. Он не может жаловаться, потому что знает, что хочет играть именно так. Земля использует некоторые очки навыков, чтобы улучшить свои удары и получить первое искусство удара. После этого Земля собирает немного руды и надеется найти немного стали и легкого металла, так как у него есть кое-что, что он хотел бы попробовать изготовить с их помощью. Однако он обнаруживает взрывоопасную руду и предупреждает всех, чтобы они укрылись. К счастью, ему удается достать ее так, чтобы она не взорвалась, но все знают, что они все были бы мертвы, если бы она взорвалась. Зона поражения этой штуки слишком велика, и всем хочется, чтобы она не взорвалась. В ту ночь Земля спрашивает Чернокожего, можно ли ему воспользоваться его кузнечной мастерской. А его смазанный друг задается вопросом, не собирается ли Земля снова сделать что-нибудь странное. Чернокожий уходит, чтобы еще немного намылиться, а Земля начинает делать новый наконечник для стрелы и металлический хлыст. Наконечник стрелы будет закручен так, чтобы он мог вонзаться в плоть, и он позаимствовал эту идею из предмета, который называется кинжал с изогнутым лезвием. Техника его изготовления невероятно сложна, так что на это уходит вся ночь. Ему удается завершить ее, и он радуется, что наконец-то смог добавить статусный дебаф к самой стреле. Затем он приступает к работе над хлыстом, и Блэк приходит в изумление, увидев конечный продукт, так как он невероятно сделан из мягкого металла. Руки Земли совсем устали, но теперь, когда у него есть свой экстремальный металлический скребок для спины, оно того стоило. Затем Земля отправляется в такое место, где некая леди разрешает ему работать над взрывоопасной рудой в своем подвале. Это довольно схематично, но Земля не возражает против этого, поскольку он никого не побеспокоит, если потерпит неудачу, возясь с рудой. Риск того, что она взорвется на нем, намного выше. Слишком большой, чтобы он мог использовать его прямо сейчас, но он не хочет просто выбрасывать такой мощный предмет. Он решил посмотреть, чего он может достичь, просто используя свои медицинские навыки, но он сказал, что это изнурительная работа. Затем Земля проделывает свои безумные научные штучки, тщательно применяя всевозможные химикаты и травы. К сожалению, нашему искателю острых ощущений недостаточно сидеть в лаборатории, чтобы провести свой маленький научный эксперимент на свежем воздухе. Ему нужно протестировать состав в полевых условиях, чтобы найти наилучшие соотношения, и он обнаруживает, что первая смесь полностью провалилась. Вторая, однако, наносит огромный урон, и Земля обнаруживает, что на это ушло 80% его здоровья. Она явно слишком мощная, но он думает, что, вероятно, мог бы использовать ее, чтобы уничтожить монстра, если бы вы собирались проиграть бой. Он называет ее масло адской шахты и восстанавливает часть потерянного здоровья. Он протестировал свою последнюю смесь и пришел к выводу, что в ней было идеальное соотношение, которое он искал. Хотя, давайте будем честны, вторая была намного круче. Затем мы увидим, насколько сильным становится Земля, когда он комбинирует все свое новое оружие, навыки и предметы, чтобы легко победить кучу медведей. Земля объясняет, что его взрывающаяся нефть значительно упростила задачу, но он не сможет повысить свои навыки, если будет полагаться на это уже слишком. Земля еще больше повысит уровень своего охотничьего лука и магии ветра. Это открывает возможность объединить их в специализированный навык, который называется охотничий лук из эоловой пыли. Это позволит ему освоить элементарное искусство владения оружием, которое позволяет ему придавать оружию магические свойства. Он заинтересован в более мощной магии победы, но на самом деле магия для него всего лишь вспомогательный навык. Земля все равно решает использовать ее, и пользовательский интерфейс, похоже, действительно хочет убедиться, что Земля знает, что он делает. Он сразу же решает попробовать и обнаруживает, что магия поддержки ветра очень полезна, поскольку позволяет ему как бы подпрыгнуть выше. Он проверяет свою кость X и потрясен, увидев, что теперь может стрелять очередями. Однако сейчас у него слишком низкий уровень, и 2 стрелы — это все, на что он способен. Он забирает все, что заработал, убив плюшевых мишек, и просит торговца изготовить ему накидку, так как не хочет получать урон со спины. Как раз в этот момент всем игрокам будет объявлено, что они завершат подсчет очков в PvP-турнире Фейри. Зои, выглядящий так, словно только что закончил кататься в томатном соусе, находит Землю и объясняет, что никто в их гильдии не потратил много времени на это мероприятие, поэтому он сомневается, что кто-нибудь из них участвовал в турнире. Земля не хочет, чтобы человек чувствовал себя неловко из-за знака стоп,
поэтому она говорит ему, что там было всего 16 точек, так что это понятно. Как раз в этот момент объявляется, кто будет приглашен на турнир, и мы видим, что там есть и Сильвер, и Глэд. Это также показывает их результативность, и у этих двоих процент побед и количество проведенных боев намного выше, чем у всех остальных. Земля обеспокоена тем, что происходит между этими двумя, но признает, что не сможет удержаться, чтобы не посмотреть, как они сражаются. Вскоре после начала турнира. Похоже, что каждый игрок может быть там, чтобы посмотреть, поэтому Земля использует свое дальновидение, чтобы подкрадываться к другим людям. Он обнаруживает, что на самом деле есть и другие игроки, у которых фея тоже играет за титул, и находит утешение в том, что они, должно быть, чувствуют его боль. Начинаются сражения, и Зои отмечает, что все бойцы действительно высокого уровня. Мало того, их феи тоже сильно эволюционировали. Земля, как всегда реалист, знает, что если он вступит в игру, то ему повезет выиграть 10% своих матчей. Затем Земля замечает, что частицы света переходят от проигравшей феи к победившей. Этого эффекта не было во время ПВП с феями, поэтому он задается вопросом, что, черт возьми, происходит. Сражения продолжаются, и долгожданный матч между Сильвер и Глэд вот-вот начнется. Глэд говорит какую-то чушь, а Сильвер берет на себя ответственность за то, что Глэд стала такой злой. Он планирует заставить Глэда изменить свои привычки, и он сделает это, сломав его первым. Их борьба начинается, но Глэд уже знаком с приемами старика. Они кажутся равными соперниками, и все восхищаются тем, как выглядят лучшие игроки. Старик проводит мощную атаку, но Земля потрясена, увидев, что Черный рыцарь увернулся от нее, используя силу ветра. Это оказалось ловушкой для старика, так как он не сможет увернуться в воздухе, и Глэд наносит ему удар. Фея Сильвера наносит удар вместо него, но бой окончен, и Глэд объявил победителя. Очевидно, что они оба были одинаково сильны, но Земля указывает, что Глэд просто был более одержим победой. Глэд рад видеть, что его лисья фея эволюционировала, и надеется, что она наконец будет чего-то стоить для него. Однако теперь эта цыпочка может говорить, и она отказывается допускать презренное я Глэда в свое присутствие даже на второй день. Глэд в замешательстве, поэтому она раскрывает шокирующую правду. Настоящей целью этого мероприятия было выбрать следующего правителя фей. Феям было дано пророчество, в котором говорилось, что их следующим правителем должен стать кто-то сильный и сведущий в военном искусстве. Феи не воинственные существа, поэтому они решили научиться сражаться у людей, мастеров войны. Победитель в битве унаследует опыт проигравшего, пока не останется только один, который станет их правителем. И это была она. Глэд в ярости, поскольку предполагает, что все феи уйдут теперь, когда они закончили использовать людей, но она показывает, что это не так. Так оно и есть. Она просто уходит от него, потому что их контракт подходит к концу. Глэд отомстил старику, а это все, чего он когда-либо хотел, и она указывает, что никогда ничего не значило для Глэда. Они никогда не были партнерами, и она была просто его инструментом. Эта фея-босс объясняет, что она тоже решила использовать его как инструмент, который поможет ей стать королевой. Она указывает на то, что хотя для него это может быть просто игрой, для нее это настоящая жизнь. Милли отмечает, что королева фей говорит так, словно она реальный человек, и Земля соглашается с тем, что она совсем не похожа на искусственный интеллект. Он задается вопросом, не является ли она каким-то экспериментом, но не хочет быть грубым, и решает не задавать никаких вопросов. Королева фей предлагает Глэду другую фею, такую же сильную, какой она была до эволюции, но он отказывается. Ясно, что Глэд довольно дерзок, поскольку прибегает к силе, поэтому королева говорит ему, что если он сможет победить ее, то она примет эту силу и вернется к себе. Следую за ним. Однако, если он проиграет, то не получит ни призовых денег, ни феи. Глэд просто хочет прекратить болтать и заставить ее снова повиноваться ему. Они начинают ссориться, но королева фей мгновенно показывает, что она намного лик выше его. Все поражены тем, как быстро она может произносить заклинания, и она наносит сокрушительный удар. Хотя Глэд не унывает, ему удается контратаковать, но королева слишком сильна и шокирует его. Все с благоговением наблюдают, как ее следующая атака превращается в мощный взрыв. Рад, что в нем еще осталось немного энергии для борьбы, так что королева позаботится об этом, ударив молнией. Этот парень все еще едва жив, но сердитая фея неумолима и прикончит его одним последним ударом. Она оставляет ему всего один запас здоровья, а остальное оставляет Сильверу. Затем королева неожиданно говорит, что есть 3 человека, которые все еще нуждаются в вознаграждении, и она забирает всех игроков феи из толпы, включая Землю. Она благодарит их за то, что они отказались сражаться, хотя это означало отказ от шанса развить свою фею. Эволюция должна была стать наградой за борьбу, но она хотела, чтобы некоторым из них не пришлось сражаться. В качестве благодарности она увеличивает ранг их фей. У нее есть кое-что совершенно другое в запасе для Земли, и она шокирующе говорит ему, что он будет сражаться с ней. Королева объясняет, что Земля прошла через все мероприятие без феи, поэтому она не может просто дать ему награду. Вместо этого они будут сражаться, и независимо от того, выиграет он или проиграет, она отдаст ему часть своей волшебной силы в качестве награды. Конечно, если наш мальчик победит, он получит еще больше этой силы. В другом месте куча людей в костюмах, которые выглядят так, будто ничего хорошего от них не ожидается,
яйца, рады видеть, что событие наконец достигло своей кульминации, и с нетерпением ожидают, что произойдет дальше. Прежде чем начнется битва, Земле нужно время, чтобы понять, как он победит эту страшную и сильную фею. Он думает, что победить ее, возможно, даже невозможно из-за всех ее мощных заклинаний, особенно того, которое похоже на ядерный взрыв. Земля думает о том, что его единственным преимуществом является то, что она определенно не сражалась с лучником, и он не может поверить, что использование слабых навыков в конечном итоге оказалось полезным. Если бой затянется, она приспособится, и это крошечное преимущество исчезнет. Он понимает, что у него нет шансов выиграть, сражаясь честно, так что ему придется драться грязно, грязнее, чем слабаку на аниме-конференции. Бой начинается, и Земля использует изящное скользящее движение, чтобы отойти на некоторое расстояние. Для своей первой атаки он смиренно решает использовать всего 70% своей силы, чтобы прочувствовать ход боя. Он рад видеть, что его стрела смогла отразить ее слабенькую атаку ветром, но затем ему приходится уклоняться от ее огненных разрядов. В следующей атаке Земли удается пробить огненный шар насквозь и попасть прямо в нее. Королева быстро понимает, что на таком расстоянии она в невыгодном положении, поэтому использует усиление ветра, чтобы сократить разрыв. Земля гений, но он заметил это за милю от себя, поэтому он достал зелье. Королева-фей хочет помешать ему выпить его с помощью атаки, но наш мальчик тоже заметил, что это слабительное. Его зелье на самом деле оказалось очень сильным удушающим ядом. Она не может творить свои заклинания в тумане, поэтому Земля вызывает дождь с помощью других эликсиров. Все потрясены, когда королева признает свое поражение и жалеет, что не запретила использовать предметы. Земля объясняет, что люди слабые существа, поэтому им приходится использовать свой мозг. Но битва еще не окончена, и королева-фей использует магию Земли, чтобы защитить себя. Земля странным образом использует скрытность прямо в открытую. Визавей объясняет, что это потому, что королева не может его видеть, и Земля планирует прекратить битву. Королева вообще не чувствует Землю и решает выйти из своей маленькой бетонной скорлупы, чтобы перейти в наступление. К сожалению, ее атака — это замах и промах, и в итоге Земля неожиданно нападает на нее сзади. Он выводит ее из равновесия своим металлическим хлыстом, а затем наносит удар своими смертоносными ботинками. Затем Земля запускает в нее пучок стрел, а затем несколько стрел в стиле Кегельбана, которые делают ее похожей на человеческую подушечку для булавок. Как будто в ней и так недостаточно стрел, наш мальчик использует свою стрелу с двумя клыкастыми наконечниками, чтобы нанести еще немного урона. Если ты думал, что с Землей покончено, то ты ошибался, потому что у него все еще есть возможность атаковать стрелой смерчем. На данный момент бой довольно односторонний, так что Земля завершает все ударом, усиленным ветром. Его комбинация из 13 ударов была завершена, и Земля объявлена победителем. Толпа разразилась громкими аплодисментами, но это было последнее, чего он хотел. Он просто забыл, что сражается на гигантской арене. Королева принимает свое поражение как хороший вид спорта, даже несмотря на то, что Земля немного перестаралась, и показывает, что пришло время для его награды. Она просит у него волшебный кристалл и подставку для кольца короля-фей. Земля понимает, что она просит кольцо, которое он нашел ранее, и отдает ей их оба. Она поражена, увидев, что у него внутри кристалла уже есть 5 штук чего-то подобного, и приказывает детям света раскрыть себя. Внутри печально выглядящего разбитого кристалла появляется 6-й огонек, и она дает ему 7-й. Эта штука наполнена маленькими светящимися штучками, которые превращаются в кольцо чуть красивее. Королева говорит, что это кольцо его награда, но Земля не решается надеть его. Земля не хочет, чтобы оно носилось на его левой руке из-за возможных последствий, но она говорит ему, что он наденет его, и ему это понравится. Она жульничает, используя заклинание, чтобы заставить его надеть, и наш мальчик уже никогда не будет прежним, когда обнаружит, что кольцо как бы приклеилось к его пальцу. Кольцо оказалось довольно крутым, поскольку оно содержит силу 6 элементальных фей, и существует только одно в своем роде во всем мире. Однако он был огорчен, прочитав, что его нельзя использовать без снаряжения. Королева оставляет нашего мальчика в беде, а толпа ревет с умеренным одобрением, так как мероприятие прошло успешно. Рэпер Strawberry Starburst, как всегда, остроумен и объясняет, что ему очень понравилась комедийная программа «Муж и жена в конце». И на этом первое крупное событие игры подошло к успешному завершению. После этого события все начало сильно меняться. Битва Земли с королевой была загружена на сайт игры, и люди начали понимать, насколько сильным было сочетание магии ветра и стрельбы из лука. Все больше и больше игроков Bandwagon начали выбирать их для своего билда. К сожалению, Йорс стал очень знаменит тем, что впервые применил билд в этой игре, поэтому он решил отправиться куда-нибудь, где он мог бы играть в тишине и спокойствии. К несчастью для него, его научная ярмарка для одного человека быстро прерывается королевой-фей, которая раскрывает, что кольцо на самом деле является точкой телепортации. Она объясняет, что она здесь для того, чтобы подарить немного любви человеку без фей, но она просто дразнит его. Он пытается прогнать ее обратно, чтобы она могла править своим королевством, но ей это просто скучно. Совершенно ясно, что он не сможет вернуться к своей мирной жизни, так что пока он обращается к тому. Некоторые люди в шутку называют его мужем королевы-фей, а другие отмечают, как круто выглядят его ботинки смерти. Он слышит, как кто-то громко кричит, чтобы привлечь чье-то внимание, и решает отправиться на охоту, чтобы скрыться от всего этого шума. Он вспоминает, как однажды спросил королеву о заклинании призма Нова, которое можно выучить после оснащения кольца. Но она просто сказала ему, что ему придется самому выяснить, что он делает. Во время охоты Земля делает именно это и произносит заклинание о феях. Появляется область действия прицельного круга, поэтому он накладывает его на свою жертву и продолжает произносить сверхдлинное заклинание. Заклинание заканчивается примерно через 2 минуты, и
Земля наконец выпускает призму Нова. На это уходит вся его магическая сила, но оно того стоит, так как атака невероятно мощная. Земля объясняет, что после этого он пробовал это еще несколько раз. Он определил, что призма Нова — это заклинание, которое поражает всех врагов в зоне действия несколькими случайными статусными эффектами. Королева говорит ему, что он понял это, но объясняет, что из всех статусных эффектов, которые могут быть применены, паралич и окаменение имеют довольно низкие шансы срабатывания. Кроме того, время восстановления довольно длительное. Земля должна наказать своевольную фею за то, что она не дает ей есть его еду уровня Гордона Рамзи, так как она предназначена только для платных клиентов. Она жалуется на то, что правители не получают никакой свободы, поскольку им приходится все время усердно работать. И даже заходит так далеко, что говорит, что они самые большие в мире. Рабы в деревне. Как раз в этот момент появляется парень, одетый как брокколи, и он в ярости из-за того, что Земля игнорировала его ранее. Он объясняет, что его зовут Назир, и он состоит в гильдии под названием Лук Аполлона. Их великая и праведная цель – спасение угнетенных лучников во всем мире. Он объясняет, что он здесь для того, чтобы помочь бедной страдающей душе, которой является Земля, поскольку этот парень предполагает, что Земля плачет по ночам, чтобы уснуть. Потому что ни одна гильдия его не примет. Земля даже не слушает этого психа, пока он продолжает свою речь, и Земля просто прощается с ним, когда он заканчивает собирать вещи. Королева отказывается покидать его, так что Земля в конце концов соглашается отправить ее обратно с едой. Она говорит, что теперь она довольна, что заставляет Землю дразнить ее из-за ее большого аппетита. Но она только посмеивается, давая понять, что имела в виду не еду. Наш невежественный герой понятия не имеет, о чем она говорила, но рад снова побыть один, чтобы немного побыть в тишине и покое. На следующий день наш маленький кузнец снова взялся за свое. Однако он был шокирован, когда Блэк объяснил, что теперь он знаменит, и многие люди хотят посмотреть, как он работает на своем оборудовании. Это настоящий кошмар для нашего мальчика, который просто хочет насладиться игрой в одиночестве. Он говорит всем, что они могут смотреть, если не будут стоять слишком близко к нему. Его первая задача – модернизировать составной охотничий лук X-типа. Он использовал его целую кучу раз, так что ему нужно заменить сам лук. Усилители будут из легкого металла, а не из железа. Дерево будет более новым и качественным материалом. Он доработал его, и в результате получился более мощный лук, так как теперь у него 46 единиц силы атаки. Он никогда не забудет свои потрясающие ботинки для убийства, и он планирует внести огромные изменения. На этот раз вместо железа он использует в основном легкий металл, чтобы увеличить броню и устойчивость при приземлении. Они уже начинают выглядеть довольно круто, поэтому он решает, что на этот раз сделает шипы из стали. И он добавит закручивание винта, которому научился при изготовлении стрел, чтобы сделать их еще более смертоносными. Последнее изменение, пожалуй, самое крутое, что он мог сделать. Он перемещает лезвие с боков вперед, как когти, и в то же время делает их взаимозаменяемыми. Наш мальчик – вдохновитель создания оружия зла, поскольку он указывает, что атака пальцами ног нанесет урон лезвиями, а атака пятками приведет к разрыву в клочья из-за шипов. Он заканчивает выпуск обуви Murder Shoes 20 в новейшей цветовой гамме, и все любители кроссовок аплодируют, надеясь, что успеют приобрести пару до того, как они попадут в руки перекупщиков. Земля больше не является его ночным кошмаром, так как он предпочел бы, чтобы все снова смотрели на него как на чудака. Затем Земля идет за своим плащом и с удивлением обнаруживает, что у него 9 баллов. Девочка объясняет, что это из-за высококачественных материалов, которые он ей привез, и эта девочка предлагает нашему мальчику отличную цену. Затем Земля отправляется на встречу с кланом, о котором упоминал парень после получения приглашения, и его встречает гильдмастер Аями. Она приносит извинения за поведение Брокколи Хьюда и объясняет, что после его драки с феей все в игре знают о нем. Зеленый парень Назир знал, что если он сможет уговорить Землю присоединиться к нему, то их гильдия сильно вырастет, но она не имела к этому никакого отношения. Земля говорит, что в этом нет ничего особенного, но имя показывает, что это еще не все. Назир на самом деле использовал имя Земли для набора игроков. Земля также принимает эти извинения, и я объясняю, что они уже наказали Назира. Я заканчиваю разговор, рассказывая о своей драке с феей, так как это служит отличным источником вдохновения для всех лучников, и она говорит ему продолжать в том же духе. Земле постоянно твердят о том, как сильно его бой изменил этот мир, но наш мальчик просто хочет расслабиться и наслаждаться игрой. Совершенно очевидно, что этого не произойдет, когда мы оглядываемся на костюмы, и они рассказывают о том, как Земля смогла победить EA и завоюет его дружбу. Они также знают, что он оказывает огромное влияние на всех игроков по всему миру, поэтому они решили, что им придется очень внимательно следить за ним. В реальной жизни Йорс видит, что в игре будет открыт еще один сервер, поэтому он ожидает, что в скором времени игра будет заполнена новыми игроками. Вернувшись в игры, Эвей появляется после того, как перекатывается красной краской, и сообщает Йорс, что игра только что добавила новый эффект статуса в самом последнем заплатка. Это то, что называется ломать руки, и если игрок получает удар, то он некоторое время не может держать оружие в руках. Кроме того, если игрок получает более 25% урона от общего количества здоровья, наносимого его рукам, то он будет парализован или окаменеет. Земля просто рада, что игроки не могут украсть свое оружие после того, как оно упало, так как это случилось с ним в предыдущей игре. Как раз в этот момент было объявлено,
объявлено, что в игре появится новое подземелье, которое называется «Вызов от ушедших». Этажи подземелья генерируются полностью случайным образом, так что каждый раз, когда игрок входит в него, это будет совершенно новый опыт. Здесь множество ловушек, и цель состоит в том, чтобы добраться до 10-го этажа. Затем они показывают следующий трейлер своей игры, и мы видим, что в нем изображен ходячий пожарный гидрант. Конечно, в трейлере также есть знаменитая битва Земли с королевой фей, но Земля это терпеть не может. Он также считает, что новые игроки будут разочарованы, если это заставит их думать, что Луки намного сильнее, чем они есть на самом деле. Земля знает, что если он собирается пройти это таинственное подземелье, то ему понадобится щит. Он уверен, что не продвинется дальше в игре, если его единственной защитой будет уклонение, и это будет особенно актуально в условиях тесноты подземелья. Мы видим, что Земля обзавелась щитом, и он объясняет, что специализировался на маленьких щитах, потому что ими легче пользоваться. Поклонись вместе с ним. Земля берет материалы, которые он только что получил, чтобы сделать еще кое-какое снаряжение, и объясняет нашему скользкому другу, что он собирается сделать новый компаунд «Поклонись». Это будет совсем не так, как раньше, так как он принес чертежи сборки из реального мира. Блэк был поражен, увидев, что атака лука равна 38 баллам, хотя у лука всего 3 балла. К сожалению, Земля объясняет, что стрелы слишком дорогие, поэтому он просто сделал их, чтобы узнать больше о том, как они работают. Он даже не будет ими пользоваться, потому что Земля планирует сделать что-то еще лучше. К сожалению, то, что он хочет сделать, даже не существует в реальном мире, так что ему придется самому составлять планы. Земля проводит ночь, заканчивая свой проект, и мы видим, что он сделал щит. Это не просто обычный старый щит, в нем спрятан компактный лук. Он маленький, но чрезвычайно смертоносный и точный, благодаря небольшому оптическому прицелу, который он на него установил. Если отпустить рукоятку, которую он установил, Бекхэм превратится в обычный щит. Все его усилия по изготовлению первого поклона, отработке навыка «Маленький щит» и обучению составлению планов были направлены именно на это. Это оружие было создано специально для него, и оно очень мощное. В довершение всего, даже если он получит удар армбрейкером, у него все равно будет возможность атаковать на большом расстоянии. Позже Земля установит обновление и, вернувшись, обнаружит, что в игре появилось множество новых игроков. Земля отправляется в новое подземелье и обнаруживает, что все суетятся, пытаясь продать зелье и прочее людям, входящим в подземелье. Как раз в этот момент появляются совершенно новые могучие рейнджеры. Бёрст запрещает ему называть себя могучими рейнджерами, потому что он не хочет, чтобы его аниме закрыли из-за авторских прав. Эти ребята просто моделируют своих персонажей по образцу могучих рейнджеров, но они объясняют, что черный рейнджер сегодня болен. Им нужна замена, поэтому они просят Землю присоединиться к ним. Земля понимает, что он, вероятно, не сможет продвинуться так далеко в подземелье в одиночку, и они очень обрадовались, когда он согласился присоединиться. Могучие рейнджеры со скидкой хотят сразу же присоединиться, но Земля останавливает их, чтобы проанализировать подземелье. Он сразу может сказать, что им не повезло, так как только в первой комнате находится 15 ловушек. Некоторые из них являются ловушками мгновенной смерти, поэтому Земля заставляет разноцветную группу последовать его примеру. Синий рейнджер рад, что все идет хорошо, так как добавление нового участника всегда довольно сложно, но у красного рейнджера никогда не было сомнений. Это потому, что он всегда знал, что человек, женатый на королеве фей, должен быть сильным. Они преодолели первую зону, так что Земля позволяет рейнджерам взять инициативу в свои руки, и они быстро сталкиваются с опасностью. Эти парни мгновенно уничтожают монстров-скелетов, так что Земля испытывает облегчение, что может просто сосредоточиться на поиске ловушек. Рейнджеры отмечают, что им требуется слишком много времени, чтобы пройти подземелье, и Земля приносит извинения за то, что потратила так много времени на обезвреживание ловушек. Однако в духе настоящих могучих рейнджеров, эти ребята очень милые и говорят, что только дурак будет злиться из-за чего-то подобного. На третьем этаже они сталкиваются с большей опасностью, но розовый рейнджер уверенно говорит остальным отойти в сторону и наблюдать за ее работой. Она убивает нескольких, но они более мощные, чем те, с которыми они столкнулись на первом этаже. Чувак с топором потрясен, увидев, что его атаки не срабатывают, поэтому Земля объясняет, что физические атаки не действуют на этих конкретных монстров. Одна из атак Земли использует магию ветра на своих луках, поэтому он использует ее для наведения порядка в доме. Они находят вход на 4-й этаж, но они уже пробыли в подземелье 40 минут. У них есть всего час, чтобы пройти подземелье, поэтому они решают просто достичь своей цели, добраться до 5-го этажа. На 4-м этаже Земля вздрагивает от странного ощущения, будто мрачный жнец гладит его по лицу. На этом этаже явно что-то не так, и они слышат леденящий кровь крик, когда кто-то молит о помощи. Эти ребята на самом деле считают себя героями, когда бросаются в бой. У Сурта нет другого выбора, кроме как следовать за своей новой командой. Дверь за ними закрывает ловушка, так что Земля понимает, что это именно та ловушка, которая не позволит ему идти, пока они не завершат задание комнаты. Эта комната заполнена монстрами-скелетами, поэтому рейнджеры готовятся к битве, а Земля сканирует комнату на наличие ловушек. К счастью, их там нет, так что Земля решает, что он больше не будет сдерживаться и сможет сражаться в полную силу. Все начинают сражаться и демонстрируют свои уникальные атаки. На взгляд землян они слишком броские, но несомненно довольно сильные. Вскоре комната очищается и появляется сундук с сокровищами. Земля предупреждает одного из парней, которых они спасают, не открывать его, так как это ловушка, но у этого парня есть навыки вора. И он говорит, что сам может определить, ловушка это или нет. Земля говорит, что если парень настаивает на том, чтобы открыть его, то он должен по крайней мере подождать, пока они выйдут из комнаты. Но зеленый могучий рейнджер указывает, что это означает, что они не получат награду. Другие рейнджеры доверяют Земле и решают просто уйти. Когда они выходят, дверь за ними закрывается. Земля
объясняет, что вторая ловушка в этой комнате убивает игроков из-за их собственной жадности, и ребята внутри кричат в агонии, когда у них отнимают жизни. У нашей группы заканчивается время, поэтому их отправляют обратно наружу. Красный рейнджер знает, что невежливо спрашивать об уровнях других игроков, но земля действительно произвела на него впечатление. Парень с навыками вора не мог сказать, что в сундуке была ловушка, но земля каким-то образом смогла это сделать, поэтому рейнджер задается вопросом, достигла ли земля уже 20 уровня. Земля не называет ему точного числа, но говорит, что ему больше 20. На самом деле земля находится на 30 уровне, но он решает, что не должен говорить об этом кому-то, с кем только что познакомился. Они решили разделить свой выигрыш, хотя его было немного, но Эрт объяснил, что он очень доволен, так как по крайней мере он немного повысил свои навыки вора. Красный рейнджер тоже счастлив, но надоедливому зеленому рейнджеру всегда есть что сказать. Он хотел больше исследовать второй этаж, так как он сторонник завершения и любит составлять карты. Этот любитель карт даже нанес на карту весь первый этаж, но его команда отмечает, что они никогда не смогут понять, что пытаются сказать его карты. Эта группа комиков даже говорит, что у Грина ужасное чувство направления и указывает на то, что этажи подземелья в любом случае генерируются случайным образом. Так что его карта бесполезна. Затем земля добавляет их в друзья, и они прощаются. Позже наш мальчик всегда старается совершенствоваться, указывая на то, что если он хочет достичь 10 этажа подземелья, то ему нужно уметь быстрее обезвреживать ловушки. Именно поэтому он решил создать инструмент, который помог бы ему развить навыки вора. Этот инструмент сложно изготовить, так как если он слишком тонкий, то сломается, но если он слишком толстый, то не сработает. Блэк наконец-то находит себе применение, когда видит, что у земли проблемы, и он делает инструмент для вскрытия замков даже лучше, чем могла бы сделать земля. Надеялся. После этого королева-фей появляется из ниоткуда, чтобы шокировать землю. И она задается вопросом, не стоит ли ей в следующий раз сделать громкое заявление, чтобы не напугать наших друзей. Главный герой. Она просто хотела высказаться о том, что ей нужно доставить тонны новых контрактных кристаллов всем новым игрокам, и попрощалась со своим мужем. Земля быстро ударила ее по голове, напомнив, что на самом деле они не женаты. Он задается вопросом, не слишком ли он строг к ней, но она уже смирилась с этим и уходит. Она вдохновляет землю работать еще усерднее, поэтому он делает тонну стрел, готовясь к следующему прохождению подземелья. Как раз в этот момент появляется королева-фей, выглядящая ужасно. Она объясняет, что раздать кристаллы было легко, но у стольких людей возникло множество странных и неудобных вопросов. Она ненавидела их так сильно, что у нее не было другого выбора, кроме как победить их в битве. Она оживляла их только для того, чтобы бить снова и снова, но эти уроды показали, что они своего рода мазохисты, и то, что она их побила, было для нее чем-то вроде награды. Она перечисляет несколько вещей, которые он мог бы сделать, чтобы поднять ей настроение, и ловко подсовывает ему на подпись свидетельство о браке. Земля понятия не имеет, откуда у нее берутся все эти безумные идеи, но он отказывается подписывать. После этого королева-фей была поражена тем, насколько вкусна булочка с мясом земли, и он объяснил, что его кулинарные навыки наконец достигли 50 уровня. Почти на уровне Гордона Рамзи. Это означало, что он мог начать пользоваться пароваркой, вот почему он попробовал булочки, и она просто в восторге. Рад, что она смогла стать первой, кто попробовал это блюдо. Земля понимает, что ей должно быть очень тяжело быть королевой и все такое, поэтому он решает не отталкивать ее в этот раз. Она чувствует себя слишком комфортно, называя его мужем, и он задается вопросом, не совершил ли он только что огромную ошибку. Некоторое время спустя мы видим, что Земля в большой беде, так как он только что был оглушен могущественным монстром. Затем мы возвращаемся на 7 дней назад, чтобы посмотреть, как Земля оказался в такой ситуации. Он только что закончил мастерить набор инструментов и целыми днями ходил в подземелье в одиночку. Он делал все это с намерением улучшить свои навыки вскрытия замков и обезвреживания ловушек. Он мог напортачить с первого раза и даже умереть несколько раз. Однако после долгой практики его навык вора в конечном итоге достиг 50 уровня. На данный момент он может развить его в навык более высокого ранга. Он решает развить его до навыка доброжелательного вора. Эта усовершенствованная версия позволяет нашему мальчику воровать у монстров или получать бонус при атаке из-под тишка. Как раз в этот момент Земля получает сообщение от могучих рейнджеров со скидкой, и он впервые встречает черного рейнджера. Два ботаника обезвреживают ловушку, а остальные рейнджеры наблюдают за ними. Розовые рейнджеры немного сбиты с толку тем, как они взволнованы, но красный рейнджер с самого начала знал, что эти отмычки слабаки поладят. Земля все равно будет продолжать ходить в подземелье в одиночку в течение этого времени. Он обезвреживал все больше и больше ловушек, так что, конечно, его шансы на успех начали значительно возрастать. Он не только добывал тонну сокровищ, но и совершенствовал свои навыки доброжелательного вора. Наш мальчик гений, поэтому он смог заметить кое-что еще, пока в игре не было жизни в подземелье. Монстров в подземелье, похоже, привлекает свет. Зная это, Земля смог использовать свой навык дальновидения, который позволяет ему видеть в темноте, чтобы значительно сократить количество сражений, в которых ему приходилось участвовать. Это позволило ему избежать целой кучи ненужных драк, и он смог углубиться в подземелье.
Эта легенда профессионального гейминга научилась всему этому и, наконец, смогла самостоятельно подняться по лестнице на предпоследний уровень. У него осталось всего 5 минут, но этого определенно недостаточно, так как на этом этаже есть несколько подвалов. Наш герой всегда видит в этом светлую сторону, напоминая себе, что он просто пытается понять, как далеко он может зайти в любом случае. Проходя по 9-му этажу, он встречает своего первого лича. Рейнджеры Радуги предупредили его, что личи не только используют статусные атаки, но и призывают ближайших монстров. Земля знает, что это сильно усложнит ему жизнь как одиночному игроку. Если он в конечном итоге сразится с одним из этих костяных голов, то наверняка проиграет. Он продвигается вперед, но решает, что ему нужно быть очень осторожным. Время все еще идет, и Земля потрясена, когда он натыкается на место с кучей ловушек. Лестница на 10-й этаж находится в центре всех ловушек, и у Земли почти нет времени обезвредить их все. Этот сумасшедший парень берет себя в руки, когда решает, что ему просто нужно рискнуть, и прыгает высоко в небо. Он запускает одну из ловушек, заставляя себя думать, что все кончено, но он заставляет себя действовать. Он запускает еще несколько. Потрясена, когда он натыкается на место с кучей ловушек. Лестница на 10-й этаж находится в центре всех ловушек, и у Земли почти нет времени обезвредить их все. Этот сумасшедший парень берет себя в руки, когда решает, что ему просто нужно рискнуть, и прыгает высоко в небо. Он запускает одну из ловушек, заставляя себя думать, что все кончено, но он заставляет себя действовать. Он запускает еще несколько ловушек, но ему удается обойти их все. Поразительно, что у него почти закончилось время, но таймер остановился, и его не выгнали из подземелья. Земле требуется некоторое время, чтобы прийти в себя, и она задается вопросом, останавливается ли таймер, когда кто-то достигает последнего этажа. Он решает не переусердствовать, потому что он достиг места, которого больше нет ни у кого во всем мире. Земля спускается по сверхдлинной лестнице и слышит голос. Голос говорит, что она никогда не ожидала, что кто-то заберется так далеко, особенно тот, кто пришел один. Голос представляется как Андре, рыцарь Империи. Этот голос велит Земле продолжать спускаться по безумно длинной лестнице, и он расскажет ему небольшую историю, чтобы скоротать время. Андре объясняет, что его народ приказал ему исследовать это место, называемое лабиринтом ушедших. Он привел с собой несколько солдат, чтобы оцепить это место, но все они были разбиты монстрами и ловушками. В конце концов, он остался последним. Андре самостоятельно исследовал лабиринт и в конце концов нашел самую глубокую комнату. К сожалению, там не было ничего, даже воздуха, которым можно было бы дышать. Андре умер в этот самый момент, превратившись в рыцаря-скелета, который был вынужден защищать подземелье. Земля не может не отметить печальную иронию в том, как он пришел, чтобы запечатать лабиринт, но в итоге стал его стражем. Андре объясняет, что комнаты больше не существует, потому что он уничтожил ее, чтобы больше никто не смог погибнуть из-за ловушки. Андре рассказывает, что он будет ждать Землю, когда достигнет подножия лестницы. Земля задается вопросом, что же ему тогда придется делать, и Андре неожиданно говорит, что хочет, чтобы Земля убила его. Андре объясняет, что он не позволил монстру внутри себя завладеть его сердцем, но он боится, что не сможет долго это терпеть. Сейчас он очень устал и умоляет Землю освободить его. Земля приходит в бешенство, когда лестница начинает исчезать и он начинает падать. Земля просыпается и обнаруживает прямо перед собой могущественного рыцаря-скелета. Земля зовет Андре, но рыцарь просто начинает смеяться, как сумасшедший. Этот монстр не может быть счастливее, так как он заявляет, что Андре наконец сдался и его тело было захвачено. Однако Земля в ярости. Он сдерживает смех и говорит, что это выводит его из себя. Монстр-скелет безумно злой, так как он хочет заставить Землю страдать, прежде чем лишит себя жизни, и они начнут сражаться. Земля потрясена, увидев, что скелет может мгновенно преодолевать большое расстояние, но уверенно заявляет, что битва еще не закончена. Этот монстр рад видеть, что Земля просто планирует защищаться, но он получает реальную проверку, когда Земля поджигает этого придурка с помощью одной из его зелий. Земля объясняет, что он не сражается мечом, поэтому не хочет встречаться с ним лицом к лицу. Скелет использует тормозные рычаги, чтобы убрать лук Земли, и монстр думает, что бой окончен, так как у Земли нет возможности атаковать. Груда костей просто хочет, чтобы Земля сдалась, но она не знает, что наш мальчик гениальный кузнец. Земля показывает, что у Трикки есть козырь в рукаве и выпускает стрелу из своего щита. Однако скелет очень хорошо защищается. Земля думает о том, что его щитовой лук может стрелять только особыми стрелами, и он не может использовать с ним никаких искусств. Он стреляет намного быстрее, чем его другой лук, так что он будет сражаться количеством, а не силой. Этот скелет начинает сильно раздражаться из-за движения Земли, и он наносит ему удар щитом. Земля ошеломлена и трясется от страха, так как все выглядит плохо. Кости объясняет, что он никогда не ожидал, что применит свою следующую атаку, но битва продолжалась слишком долго, и он готов отправить Землю к Богу. К счастью, оглушение проходит, и Земля просто успевает увернуться от атаки скелета. Земля объясняет, что он не полагается на Бога и полностью полагается на свою волю, чтобы выжить. Скелет совершает большую ошибку, прося Землю показать ему эту его волю. Земля делает забавный ход, создавая иллюзию, чтобы отвлечь скелетов. Затем он спрыгивает со стены, использует свой хлыст, чтобы удержать монстра от нападения, а затем использует свои ботинки смерти, чтобы нанести смертельный удар. Этого недостаточно, чтобы победить могущественного рыцаря, поэтому
поэтому Земля предлагает часть своей магии великому правителю фей. Рыцарь пытается остановить магическое заклинание Земли, но Земля использует силу своего кольца и зелья, которым он облил рыцаря, чтобы замедлить его действие. Ложись. Груди костей удается совершить одну атаку, разрушающую щит Земли, но уже слишком поздно, так как Земля уже заканчивает чрезвычайно длинное заклинание. Земля падает на колени, так как магия наносит ему огромный урон, но в конце концов он создает старшую призму Нову. Атака чрезвычайно мощная. Земля объясняет, что ему удается завершить все заклинание целиком, так что это самая мощная призма Нова, которую он может создать. Земля отчаянно надеется, что ночью произойдет окаменение или паралич, поскольку это единственный способ, которым, по его мнению, он сможет выбраться из этой опасной ситуации. Это не так, поскольку рыцарь готов покончить с жизнью Земли. Именно в этот момент появляется изображение королевы феи, и Земля понимает, что это эффект его кольца. Она замораживает ночь и дарит нашему мальчику улыбку, прежде чем уйти оттуда. Земля не теряет времени даром и использует эту возможность, чтобы выпустить все стрелы, которые есть у него в сумке. Он добавляет к этому несколько взрывоопасных зелий и задается вопросом, не закончилось ли все это. Все закончилось, когда скелет снова превратился в Андре, и он объясняет, что Земля победила скелета до того, как его душа полностью исчезла. Андре полностью потерял надежду увидеть конец своей жизни человеком, а не монстром, поэтому он благодарит Землю. Земля не может поверить, насколько позитивен этот парень, и Андре отмечает, что он был в состоянии полного отчаяния до того, как они поссорились. Он действительно сомневался, что Земля сможет победить его, так как он был одиночкой, но он рад, что ошибся. Андре готов идти дальше и решает отдать Земле свой меч в качестве награды. Он изрядно потрепан, но Земля сможет продать его как антиквариат за кругленькую сумму. Эти двое прощаются, и Земля удивляется, когда игра делает срочное объявление. Это сообщает всем участникам игры, что один из секретных боссов из испытания внутри подземелья был побежден. Его поражение открывает доступ к новому виду оружия — рыцарскому мечу. Это улучшенная версия одноручного меча с большим радиусом действия и мощной атакой. Земля рада слышать, что это был всего лишь один из секретных боссов, что должно быть означает, что есть еще много способов разблокировки оружия. В мастерской кузнеца Земля очень расстроен, потому что он решил, что его щит и хлыст не подлежат ремонту. Это особенно печально, потому что он так усердно трудится, чтобы их изготовить. Земля, должно быть, печально благодарит их за то, что он их расплавляет. Однако наш мальчик не успокаивается и превращает сломанное оружие в новый щит. Это решено, но его снаряжение из костяной кожи пришло в негодность и нуждается в ремонте. Это определенно обойдется ему очень дорого, но он смотрит на старый антикварный меч, зная, что это может быть тем решением, которое ему нужно. Земля наконец-то может немного расслабиться, но мы видим таинственную девушку, которая заявляет, как она рада, что наконец настала ее очередь. В другом месте некоторые костюмы обсуждают, как та, кого они называют Пензиру, и похоже, наслаждается жизнью. Ее обучение, похоже, быстро продвигается вперед, и они благодарят лучника за то, что он помог ей. Проблема в том, что одна из учениц жаловалась на то, что ей скучно, поэтому ответственный парень решил, что они должны отпустить ее погулять. В играх на выезде благодарит Землю за то, что она пришла, так как им нужен вор, который тоже мог бы причинить вред. Им не хватает некоторых из их обычных участников, но к ним присоединился новый целитель, который поможет исцелять в ближнем бою. Этот новый целитель опаздывает, поэтому гигантский замок людей объясняет, что новая девушка иногда может быть немного грубой. Правильнее было бы назвать ее волевой, так что Земля готовится просто отмахнуться от нее. Немногим нравится играть в танки или целителей, так что выбор у них ограничен. Как раз в этот момент появляется эта цыпочка и радуется, что все пришли поприветствовать ее. Человек на знаке «Стоп» приходит в ярости и указывает, что они просто ждали ее, потому что она опаздывает. Эту девочку зовут Элиза. Она действительно хороший маг, и на нее можно положиться. Ошеломляющая краснота Зои сочетается с его интенсивностью, когда он требует, чтобы Элиза извинилась перед Землей за то, что ей пришлось ждать. Златовласка поднимает настроение, называя Землю слабаком, и она задается вопросом, полезен ли он вообще. Она называет его НПК, Берт уверен в себе и говорит ей, что она сможет узнать все о его полезности, когда они войдут в подземелье. В подземелье Элизу ставят на ее место, пока Земля открывает двери и обезвреживает ловушки. Все хвалят его, и в конце концов они добираются до 5-го этажа. Помидорный рыцарь хочет сделать перерыв, но маленькая мисс ненавидит все, что напоминает ему о том, что время ограничено. Она хочет двигаться вперед, чтобы остальные объяснили, что этот этаж гораздо опаснее остальных. Земля, конечно же, имеет опыт работы на этом уровне и объясняет, что личи на этом этаже используют массу статусных эффектов, которые мешают игрокам двигаться. Они настолько плохи, что люди называют их генераторами травм. Милли уверена, что они с Элизой смогут справиться с последствиями своего статуса. Зои уверена, что они смогут победить одного из этих личей, но он обнаруживает приближение монстров. Поразительно, что здесь 12 монстров, и 4 из них – личи меньшего размера. Зои решает, что для них было бы слишком опасно пытаться сбежать, поэтому они должны оказать сопротивление. Эти игроки в бога готовы, но Элиза дрожит от страха. Она едва может говорить, и Зои говорит ей, что ей нужно приготовить сильное магическое заклинание, чтобы поразить врагов. Златовласка наконец все понимает, и Земля тоже готовится к этому. Прибывает первая группа монстров, так что все объединяют свои атаки, чтобы уничтожить их. Этого недостаточно, так как монстры продолжают прибывать, поэтому
Хаслман использует насмешку, чтобы забрать агро. Этот герой увеличивает урон, позволяя остальным уничтожить одного из личей. К сожалению, рука Рейджа окаменевает, что делает его практически бесполезным. Все усилия направлены на то, чтобы Элиза вылечила Рейджа, иначе они все будут уничтожены, но она оказывается настоящей слабачкой в игре. Группа. Она слишком напугана, чтобы даже позвать на помощь, но, к счастью, зеленоволосая скандалистка спасает ее. Дела по-прежнему обстоят довольно плохо, хотя магическая сила пути на исходе, и он не сможет долго защищать их. Они умоляют Элизу сделать что-нибудь, но она все еще напугана до смерти. К счастью, наш мальчик спокоен, как огурчик. Он использует свои взрывоопасные эликсиры, чтобы ослабить личи и вернуть Элизу в нормальное состояние. Элиза наконец-то стала полезной, исцелив ярость, и замок с ножками готов к обороне. Земля получает похвалу за свои усилия, и они снова переходят в наступление. После этого Элиза, очевидно, не знает, как выразить благодарность, и вместо этого критикует Землю за то, что она не использовала его атаки раньше. Земля объясняет, что использовать его взрывчатку слишком рискованно, но она не может перестать жаловаться. Наша подруга, любящая красный цвет, спорит с ней, но Милли расстраивается в первый раз за всю свою жизнь, и все успокаиваются. И Элиза наконец-то получает кусочек скромного пирога и извиняется перед Землей. Земля объясняет, что осталось еще много подземелий. Им понадобится ее исцеление, но на этот раз она готова. После этого все будут рады, что выбрались живыми. Все они хвалят друг друга за хорошо проделанную работу и надеются снова сыграть в будущем. Земля уходит, но мы видим, что за ним наблюдает таинственный человек. На следующий день Земля видит, что в игру добавлены новый лук и новый меч. Как раз в этот момент какая-то девочка с суперострыми зубками спрашивает, не он ли самый популярный на Земле. Земля обращает внимание на заостренные уши девочки, японскую одежду и рога, похожие на драконьи, которые заставляют его понять, что таких аватаров игроков не существует. Она представляется, говоря, что она чем-то похожа на младшую сестру королевы-фей, и Земля сразу понимает, что она это будет его раздражать. У этой девушки есть много причин для того, чтобы попытаться найти Землю, но, как ни странно, она заявляет, что главная причина в том, что она хотела попробовать его на вкус. Она определенно хочет попробовать вкус его губ, но Земля дает ей подзатыльник, так как она ничем не отличается от своей сестры. Это только заставляет девушку восхищаться им еще больше, поэтому Земля просто вежливо велит ей уйти. Но она совсем не слушает. Она объясняет, что ее сестра сказала ей, что он готовит потрясающую еду, и она хотела бы попробовать. Наш мальчик отказывается, так как ему нужно сходить в магазин доспехов, но она решает последовать за ним. У нее не так часто бывает возможность прогуляться, поэтому она хотела бы осмотреть город. Земля влюбляется в ее слезливую историю и позволяет ей следовать за ним. Позже эта девочка была поражена всем, что было в магазине доспехов, но Земля пришел туда только для того, чтобы починить свой плащ. К сожалению, Земля провела плащ через слишком много сражений. Срок его службы подходит к концу, поэтому владелец магазина предлагает ему купить новый. Он соглашается и объясняет, что хочет, чтобы она шила такой же из шкуры и меха дикого медведя, который он добыл. Она также просит немного металла и планирует сделать для него комплект кожаных доспехов, усиленных серебром. Они оба согласны на 14 золотых, так что Земле придется вернуться позже. Девочка с акульим зубом рада, что теперь все закончилось, и просит Землю покормить ее. Земля переходит в режим Гордона Рамзи и готовит стейк из пропаренного кролика с зеленью. Он обжигающе горячий, но она просто набрасывается на него и поражается вкусу. Она проглатывает его и сразу же хочет еще. Спустя целых 3 стейка девочка наконец насытилась. Земля задается вопросом, такая ли она фея, как ее сестра, но эта таинственная цыпочка говорит, что не может говорить об этом. Она также не может назвать ему свое настоящее имя, поэтому Земля просто решает назвать девочку Акулу-Рю. Это как-то связано с ее рогами японского дракона, и Рю просто рад, что у него впервые появилось прозвище. Она соглашается, чтобы он называл ее так, и говорит, что планирует проводить с ним много времени. Земля, по-видимому, не возражает против этого, но надеется, что она не доставит неприятностей, как ее сестра. Позже Земля встречается с Блэками, и они обсуждают последний важный анонс в игре. Это касается ранее скрытого аспекта дизайна игры. Навыки развиваются путем их прокачки, именно так игроки изучают искусство. Однако всегда существовало условие, которого нужно было достичь, чтобы овладеть самыми мощными искусствами. Игроки должны специализироваться на определенных стилях игры. Если они хотят использовать мощные физические искусства, им нужно научиться только навыкам физической атаки. Если они хотят овладеть самыми мощными магическими искусствами, им нужно научиться только магическим навыкам. Это изменение касается и ремесленников, так что многие игроки будут расстроены из-за этого. Игрокам будет дан месяц на то, чтобы проявить уважение к своим навыкам, и Блэк считает, что у Земли могут возникнуть проблемы в боях в будущем, если он этого не сделает. Если Земля будет специализироваться только на физических атаках, это определенно даст ей больше огневой мощи в конечном итоге. Однако стиль игры, который он использует сейчас, это то, что делает игру наиболее приятной для него. Йорс решает просто придерживаться того, что он делает, и Блэкс объясняет, что большинство ремесленников, занятых неполный рабочий день, уходят с работы. Блэк сияет больше, чем когда-либо, он рад, что Земля все еще будет заниматься ремеслом, потому что в противном случае ему было бы одиноко. На следующий день Земля отправляется примерять свои новые медвежьи доспехи. Все материалы, которые он привез, были очень высокого качества, так что девочка уверена, что эти доспехи будут очень хорошо держаться. Земля очень доволен, так как его характеристики защиты значительно
значительно улучшились, и он решил, что ему нужно как следует доработать свою старую броню. Владелец магазина действительно восхищается тем, как сильно он заботится о своей броне, и просит его позаботиться и об этой новой. Йорс думает о том, как в этой игре вы действительно сможете почувствовать свое снаряжение. Он предполагает, что именно поэтому игроки так привязываются к своим предметам и чувствуют себя очень грустно, когда приходит время расстаться с ними. Земля уходит, но вскоре его останавливает королева фей, которая хочет сообщить ему что-то срочное. Все довольно серьезно, поскольку она возводит вокруг них барьер. Затем она начинает с того, что извиняется перед ним и объясняет, что Земля никогда не сможет заключить контракт с феей. Земля думает, что это потому, что фея его ненавидит, но она объясняет, что на самом деле фея его любит. Изначально она планировала, что Земля выберет одну из 6 фей, которых она привела с собой. Все они хотели бы заключить с ним контракт, и она указывает, что Земля известна среди фей. Все в королевстве фей узнали, что она собирается попросить Землю выбрать фею, поэтому 80% населения фей устремилось к ее воротам. Все они хотели заключить контракт с Землей, но королева фей знала, что если фея заключит с ним контракт, то это вергло бы страну в хаос. Как королева она не может этого допустить, но Земля не очень расстроена из-за этого. Она указывает на то, что отсутствие феи по контракту значительно усложнит путешествие Земли, но он просто воспринимает это как вызов. Она рада и решает дать Земле две разные формы силы в качестве благодарности. Первая называется 7 падающих звезд. Она увеличивает урон, который активируется после 7 последовательных выстрелов из лука в течение 30 секунд. Второй выстрел довольно сумасшедший и называется жертвенный лук. Он активируется, когда игрок жертвует 90% своих максимальных HP и 100% своего максимального МП, и это разрушает его лук. Это требует больших затрат, но зато позволяет ему выпустить безумно мощную стрелу. Это также чрезвычайно опасно, так как для того, чтобы выпустить одну стрелу, нужно объединить его жизнь, магию и чувства, которые он испытывает к своему луку. Его характеристики восстановятся после некоторого отдыха, но его лук будет потерян навсегда, поэтому Земля решает быть очень осторожным, когда он им пользуется. Что касается хороших новостей, королева фей объясняет, что после следующего обновления путь в королевство фей будет открыт для всех искателей приключений. Земля приносит им немного еды за их беспокойство, и одна из фей действительно храбрая, так как она говорит, что некоторые из них могут улизнуть, чтобы прийти сюда. Повидайся с ним. Феи спорят, и Земля думает, что ситуация может выйти из-под контроля, как только откроется королевство фей. Немного погодя, Земля приготовит немного еды, пока капитан Томатный Сок и остальные наблюдают за происходящим. Они обсуждают, что прямо сейчас выходят еще 3 популярные игры виртуальной реальности, и для каждой из них требуется своя гарнитура виртуальной реальности. Одна из них шутер от первого лица, другая файтинг, а третья игра с роботами. Все они хотели, чтобы было больше игроков, поэтому издатели работали сообща, чтобы игроки могли играть в любую игру на любой гарнитуре. В рамках масштабной рекламной кампании всем желающим будет предоставлена бесплатная 15-дневная пробная версия, так что они добавят Сказочное Королевство в свою игру в первый же день ее запуска. Зои не может удержаться, чтобы не попробовать что-нибудь вкусненькое, но Земля готовит их на продажу. Земля дает Альбиносу и его группе оружие специально для того, чтобы держать их в узде. В игру вступит множество новых игроков, поэтому они подумывают о том, чтобы завербовать их в свою гильдию. Но прежде чем они это сделают, им нужно взять Элизу под контроль, иначе она может вызвать проблемы. Именно Земля сделала это в подземелье, поэтому они просят его официально вступить в их гильдию. Земля отказывается, так как он всегда хотел заниматься только своим делом. Земля думает о другой причине в своей голове, и это королева и ее сестра. Как раз в этот момент появляется Рю, чтобы попробовать, но Земле приходится сказать ей то же самое, что он сказал бутылке с человеческим кетчупом. Она хочет только один кусочек, но Земля знает, что она никогда не остановится, если он уступит. Эти двое некоторое время спорят, так что все хотят знать, кто эта девочка. Она носит странную одежду и совсем не похожа на фею. Рейдж делает самое безумное предположение, когда задается вопросом, не было ли королева недостаточно для Земли, чтобы он пошел за другой девушкой. Рейдж расплачивается за свой нелепый комментарий, а Земля объясняет, что Рю просто девочка, которая ест всю его еду. Другие девочки случайно услышали, как он назвал девочку Рю, но Рю говорит, что она не намерена позволять кому-либо кроме Земли называть ее этим именем. Все действительно начинают злиться на него, так как The Way хочет распространить эту новость на форумах, и девочки называют его драконьей нянькой. Затем Земля объясняет нам, как выглядит Сказочное Королевство. В центре находится замок, окруженный городами и крепостями, которые служат контрольно-пропускными пунктами. Сегодня первый день их игры, так что множество игроков уже на пути туда. Самый распространенный способ добраться туда пешком, так что Земля поступает именно так. Земля стоит в очереди у северного входа, и какой-то случайный эльф с усами спрашивает, можно ли ему поближе взглянуть на кольцо нашего мальчика. Это кольцо королевы, поэтому парень представляется как предводитель северного форта и говорит Земле, что королева хочет его видеть. Мужчина просит о чем-то, и это вызывает большой переполох, так как все задаются вопросом, что происходит,
уходит, но Земля ненавидит внимание. Появляется гигантская птица, и вожак объясняет, что ее зовут Пикаша. Она передвигается очень быстро, но только избранным феям позволено кататься на ней. Земля – исключение, так что все по-настоящему завидуют. Земля игнорирует все разговоры и взлетает на Пикаша. Земля наслаждается поездкой и от души смеется над всеми бедными неудачниками, которым приходится идти пешком. Пикаша высаживает его у замка, где его встречает королева фей. Королева выглядит довольно счастливой, и Земля думает о том, что он не может связываться с ней, как обычно, поскольку это ее территория. Она неожиданно сообщает, что у них будет парад, и Земля будет главной звездой на нем. Земля обычно терпеть не может быть в центре внимания, но он не хочет тратить время впустую, отказываясь и вступая в спор с королевой. Земля машет рукой всем своим обожающим фанатам и начинает понимать, что он ненавидит это не так сильно, как думал. Это всего лишь игра, но Земля понимает, что только несколько человек, если таковые вообще есть, смогут пережить этот момент. Он решает постараться насладиться им как можно больше. Это всего лишь фантазия, но воспоминания, которые она создаст, определенно реальны. На следующий день Земля благодарит Квин, но думает, что возможно это было немного чересчур. Королева объясняет, что все феи так сильно любят Землю, что она хотела, чтобы они все знали, что он был там. Она также хотела положить конец слухам о том, что она держала его при себе, но Земля считает, что это правда. Земля пугается, когда на самом деле думает о том, чтобы оставить его при себе, но одна из фей напоминает ей, что нужно держать себя в руках. Королева надеется, что Земля останется в королевстве на некоторое время и обещает, что никто не последует за ним. Земля соглашается и решает вернуться в город-крепость, чтобы осмотреться. Некоторое время спустя Земля думает о том, что это самый продолжительный период его пребывания в игре, так что пришло время выйти из игры. Как раз в этот момент там оказывается королева. Она считает, что ему не стоит идти в гостиницу, и вместо этого рекомендует им спать рядом друг с другом в ее постели. Земля от души посмеивается над ее безумным предложением и бежит так быстро, как только может. Затем его отвозят в южную часть королевства. Земля выбрала это место, потому что оно находится дальше всего от центра, и там гораздо меньше игроков. Через некоторое время Земля отправится куда-нибудь после выполнения задания. Он описывает, насколько трудным было задание из-за какой-то птицы-воришки, пытавшейся поймать его добычу, и его хвалят за меткость при выполнении задания. Лук. Земля предлагает заплатить арендную плату за пользование кухней этого места, так что он готовит вкусную еду. Этого места нет в списке, но оно также дает задание. Земля останется там, и это будет его операционная база. Земная кухня так же хороша, как и всегда, и он с удовольствием поглощает идеально приправленное мясо. Нашему голодному герою этого недостаточно, поэтому он готовит несколько кебабов, используя мясо глупой птицы, которая пытается причинить ему вред. Этот гениальный шеф-повар-экспериментатор также смешал птичье мясо с мясом кролика и приготовил что-то вроде мясного рулета. Шашлыки очень вкусные, но настоящим сюрпризом стал мясной рулет, который, по его мнению, может показаться немного странным. Как раз в этот момент несколько человек вздрогнули из-за запаха. Они с нетерпением хотят попробовать что-нибудь, но наш мальчик не из слабаков и говорит им, что им придется заплатить. Они очень охотно платят за то, чтобы Земля готовила для всех, хотя он и не ожидал, что вообще будет готовить в волшебном королевстве. В течение следующих нескольких дней его игровой процесс состоял из выполнения квестов, готовки, как у Гордона Рамзи, а затем наслаждения едой вместе со всеми. Он получал от этого немалое удовольствие, но в конце концов все резко остановилось. В комнату врывается девочка и говорит всем, что им нужно спрятать Землю, так как глупая дочь начальника форта уже на пути туда. Земля спрятана за прилавком, и девочка появляется. Она пришла, потому что услышала, что какой-то человек готовит странную еду. Она хочет заставить его стать ее шеф-поваром, но хозяин заведения лжет и говорит ей, что он уже ушел. Девочка-лиса не верит ей и предупреждает, чтобы они не лгали ей. Хотя владелец действительно умеет врать, он объясняет, что шеф-повар отправился на восток по срочным делам. Ситуация становится действительно напряженной, и лиса приказывает своим людям собирать информацию о каждом приключении, которое происходит на востоке. Она объясняет, что ни один шеф-повар не может попасть в королевство, не приготовив для нее хотя бы один раз. Девочка-лиса требует, чтобы они поймали этого шеф-повара и немедленно доставили к ней. Она уходит, и все безжалостно называют ее глупой. Владелец гостиницы указывает, что девушка положила на него глаз, и это все ее вина. Владелец гостиницы, как ни странно, знает, кто такой Земля, и объясняет, что королева отдавала всем приказы. Если они узнают ее, то должны притвориться, что не знают, кто он такой. Она объясняет, что девочка Фокс и так доставляет много проблем, но ее отец также управляет фортом, так что никто ничего не может сказать. Вождь даже не наказывает ее и балует без конца. Земля не хочет создавать никаких проблем всем милым людям, которых он там встретил, поэтому он решает уйти. Всем становится очень грустно из-за этого, и хозяйка объясняет, что если бы не эта проблема, она бы хотела, чтобы он остался навсегда. Земля ни о чем не жалеет и объясняет, что он провел там самое лучшее время. В ту ночь Земля тайно покидает это место. Земля направляется к выходу, но охранник, к его удивлению, знает, кто он такой. Охранник объясняет, что глупая девочка-лиса доставила
доставила слишком много проблем всем, поэтому люди собирают доказательства ее поведения, чтобы передать королеве. Они выпустили его, но надеются, что Земля вернется, когда все уляжется. Земля крадется в темноте, и какой-то гигантский медведь велит ему запрыгнуть к себе на спину. Оказывается, этот парень-медведь съел немного вкусной еды с Земли. В качестве небольшой благодарности он предлагает отвезти его в Саутаун. Когда они уезжают, Земля прощается с Южным Форттауном, и они вдвоем убегают. В замке королева-фей получает донесение. Это сообщение от жителей Южного Форттауна, и оно касается глупой девочки-идиотки. В отчете говорится, что она проявила неподобающее поведение по отношению к человеку-авантюристу. Королева в ярости, так как они пытаются подружиться с людьми, и ничто не может помешать этому. Одна фея рассказывает, что приключение, о котором она говорит, было на Земле, и становится ясно, что это плохие новости для глупой девочки-идиотки. Некоторое время спустя Земля наконец добирается до своего следующего пункта назначения и благодарит Винни-Пуха за то, что он позволил ему прокатиться на своей спине. Земля замечает, что все поют и танцуют, как будто они в каком-то диснеевском мюзикле. И медведь объясняет, что внутренние города сказочного королевства поддерживают различные виды искусства. Литература популярна на севере, живопись на востоке, резьба по дереву на западе, а музыка на юге. Земля немного устает, поэтому они вдвоем отправляются в гостиницу. Владелец разрешает им остановиться там бесплатно, так как Земля живет с медведем, известным как Затан с дикими волосами. Эти двое расходятся по своим комнатам, но медведь объясняет, что он терпеть не может, когда его называют Затан с дикими волосами. Земля рада, что он смог получить помощь от феи с титулом, и наконец-то ложится спать. Некоторое время спустя Земля снова заходит в игру, но обнаруживает, что сумасшедшая королева-фей пытается развить сюжет вместе с ним. Земля не хочет, чтобы у кого-то сложилось неправильное представление, но королева-фей отказывается его отпускать. Хозяин дома появляется в самый неподходящий момент, но понимает, что происходит, и решает оставить их наедине. Земля пытается прояснить ситуацию и просит хозяина помочь ему, но вместо этого врывается Затан. Затан не знает, как он мог бы помочь в этой ситуации, но рад видеть, что у Земли есть кто-то близкий ему. Земля просто умоляет их помочь Прайору, но они мгновенно приходят в шок, когда понимают, что это третья королева. Ситуация на Земле становится еще хуже, когда появляется Рю, и она в ярости на свою сестру. Королева наконец объясняет, что она здесь, чтобы извиниться за то, что произошло в Южном Форте. Вождь и ее дочь, а также ее личная армия из 80 солдат понесли наказание. Земля обеспокоена тем, какое наказание они получили, и королева показывает, насколько страшная она может быть. Она вызвала их всех на специальное поле и 30 раз доводила их до смерти, а 29 раз исцеляла. Остальные поняли, насколько это было жестоко, ведь это означает, что в конце она оставила их на грани смерти. Земля отмечает, что его опыт в целом был отличным, так что он не будет ненавидеть королевство фей за один неприятный инцидент. Королева фей была бы счастлива услышать это, но у Рю все еще есть проблема с тем, что она слишком близко подходит к Земле. Рю наконец удается оторвать королеву от ее мужчины, и королева прощается с ним. Мальчики объясняют, что раньше феи воевали с другими расами. Драконы, такие как Рю, были одними из самых сильных противников в той войне. Если бы стало известно, что там был драконий народ, то весь город поднялся бы с оружием в руках. Все они согласились держать Рю в секрете, а медведь говорит, что Земля должна быть счастлива, что королева положила на него глаз. Как раз в этот момент приходит женщина, которая ищет Затана, и объясняет, что ее дочь пропала. Эту женщину зовут Карен, и ее дочь так и не вернулась домой после ежедневной прогулки. Зитан знакома с представителями ее вида и говорит, что они могут превращаться в существ, похожих на волков. Он уверен, что дочь сможет выстоять против монстров. Но Карен опасается, что с ней случилось что-то похуже. Затан соглашается помочь, а Земля, увидев фотографию дочери Карен, тоже соглашается помочь. Земля говорит, что он помогает Затану отплатить за то, что он подвез его, а также за вознаграждение, которое Карен обещала им дать. Они вдвоем отправляются в лес на поиски девочки, но Земля мгновенно чувствует опасность. Какие-то глупые маленькие гоблины принимают действительно плохое решение напасть на них и в конечном итоге расплачиваются за это. Зитан хвалит Землю за свою надежность, но это явно ничто по сравнению с тем, насколько силен Зитан. Земля анализирует местность, но не видит ничего, кроме монстров. Несмотря на то, что это вызовет у него сильную усталость, Земля решает расширить область своего обнаружения настолько, насколько это возможно. Он замечает две реакции, которые не являются монстрами, поэтому они спешат посмотреть, что же это такое. Земля активирует свою способность дальновидения и обнаруживает, что мина в опасности. Земля приказывает медведю уничтожить всех монстров, окружающих ее, а затем плеснуть на мину какое-нибудь редкое зелье. Земля оказывает поддержку на расстоянии, и Затан делает именно то, что ему было приказано. Редкое зелье излечивает все раны мины, так что Златовласка и медведь начинают расправляться с монстрами. Два бойца благодарят Землю за то,
то, что благодаря его поддержке сражаться стало очень легко, а Затан говорит Мине, что их послала ее мать. Мина не может поверить, что ее спас Датан с растрепанными волосами, но он снова ненавидит, когда его так называют. Земля удивляется, почему она просто не превратилась в свою волчью форму, ведь она была бы в состоянии сражаться с монстрами самостоятельно. Мина объясняет, что во время прогулки она почувствовала запах чего-то сладкого. Из-за этого она потеряла сознание, а когда очнулась, то не смогла трансформироваться. Мина выпивает что-то, что дает ей Земля, даже не задумываясь об этом, и она снова способна трансформироваться. Это было противоядное зелье, так что становится ясно, что кто-то ее отравил. Земля говорит двум своим друзьям идти домой, а сам остается отдохнуть перед отъездом. Зитан не так глуп, как кажется, поскольку он немного скептически относится к своему новому другу, но в конечном счете он делает то, что говорит Земля. Когда они уходят, Земля думает о том, как он заметил двух немонстров на своем радаре, поэтому он говорит тому, что скрывалось, выйти наружу. Земля использует свое взрывчатое зелье, чтобы вызвать человека, и называет студента злодеем за попытку покончить с жизнью Мины. Этот парень похож на Мадару из Наруто, и он в ярости. На Земле ясно видно, что этот парень человек, но он не игрок. Если позволить этому парню сбежать, это несомненно приведет к проблемам между людьми и феями. Такой злой НПК может даже спровоцировать войну, и именно это, вероятно, сделали бы создатели этой игры. Матара пытается атаковать, но это всего лишь дзюцу теневого клона Земли. Настоящая Земля бьет этого чувака ногой в спину. Матара пытается напомнить ему, что они оба люди, и он причинял вред только феям, но Земля не согласна с этим куском мусора. Этот парень устранен, и Земля думает о том, что он не проявит никакого милосердия к людям, которые хотят причинить вред другим. Оказывается, медведь большой лжец, потому что они не пошли домой, и он хотел посмотреть, сможет ли Земля поймать крысу. В ту ночь Мина воссоединилась со своей матерью, и Карен обещает прислать им $100 в качестве награды. Я думаю, что этого недостаточно для нашего мальчика с Земли, потому что у него есть еще одна просьба. Земля, похоже, считает его своего рода свахой, поскольку его следующая просьба заключается в том, чтобы Карен позволила Мине и Затану стать ближе друг к другу. Мина рассказывает, что она всегда восхищалась Затаном издалека и проявила еще больше интерес к медведю после встречи с ним. Затан не может поверить в то, что делает Земля, и Земля напоминает ему, что он также хотел, чтобы красивая женщина смотрела на него так же, как королева смотрит на Землю. Кажется, все складывается удачно, поэтому Земля выгоняет всех из своей комнаты и зовет королеву-фей прийти к нему. Она с радостью ждет его признания в любви, но он позвонил ей не за этим. Земля объясняет, что произошло с опасным человеком, поэтому она решает придумать план, как предотвратить конфликт между людьми и феями. Земля прощается, но прикидывается дурачком, как будто он еще не знал, что королева-фей захочет провести там ночь. Земля требует, чтобы она ушла, и ему удается заставить ее сделать это, только пообещав скоро встретиться с ней снова. На следующий день Земля готовится к отъезду и интересуется, как все прошло у Затана. Ответ становится довольно ясным, когда мы видим, что Мина никогда не отходила от него, и они решили жить вместе. Земля вернется к людям, так что эти двое надеются снова увидеть друг друга, когда будут прощаться. Земля людей действительно далеко, но это не будет проблемой для нашего мальчика, когда он позвонит Пикаша. Это животное появляется только для высокопоставленных членов королевских семей, так что старый владелец не удивляется, когда ничего не происходит. Однако Земля доказывает, что малыш ошибался, когда неожиданно появляется Пикаша. Земля возвращается назад, но просит Пикашу высадить его, не доезжая до города, так как гигантская птица подняла бы слишком много шума. Наш мальчик Земля – самый приятный парень из всех, кто когда-либо существовал, поскольку он готовит отличный обед для своего друга птицы. Пикаша очень благодарна ему и дарит перышко. На самом деле это легендарный аксессуар, который дарит тем, кто заслужил доверие Пикаши. Это очень мощный предмет, так как он увеличивает скорость передвижения и увеличивает шанс уклонения от атак. Земля благодарит птицу, и они расходятся в разные стороны. Вернувшись в город, Земля отправляется навестить своего жирного друга Блэка. Блэк позволяет ему работать над своим снаряжением сколько душе угодно, поэтому он делает бант на шею в стиле легкого металлического пальто. Он стал тяжелее, чем раньше, но теперь у него безумно высокая атака – 46 баллов. Земля отправляется опробовать его, но получает срочное сообщение. Испытание мертвых полностью завершено. Как раз в этот момент из сообщения появляется девушка, похожая на Клеопатру, и заявляет, что она освободила души тех, кто постоянно страдал. Она наблюдала за лабиринтом, но благодаря всем посещениям Земли она наконец смогла вернуться на небеса. Она хочет вознаградить всех, кто помогал ей, но ее награды ограничены. Именно поэтому она устраивает PvP-турнир для тех, кто победил боссов в лабиринте, и наградой за победу в турнире будет потрясающее оружие. Эта цыпочка Клеопатра шокирована, когда Земля быстро приходит в упадок. Награды очень заманчивы, но Земля просто больше не хочет сражаться на глазах у людей. Именно в этот момент Земля слышит странный плачущий звук
звук, доносящийся из леса. Он не хочет больше ввязываться в драму, но у него не хватает духу просто оставить все как есть. Земля наконец-то добралась до этой странной сцены, где детеныши дракона окружают несколько мужчин, которые находятся без сознания. НПС, окружающие маленького дракона, уничтожены, поэтому Земля решила, что было бы неправильно просто оставить ребенка одного. Малыш, похоже, проголодался, поэтому Земля кормит его, но он не знает, куда идти дальше. Возвращение в город с этой штукой вызвало бы слишком большой переполох, а если взять ее с собой в волшебное королевство, то могут возникнуть проблемы. Маленькая леди все еще голодна, поэтому Земля решила приготовить ей еще немного еды. Он признает, что все, что делают наши малыши, восхитительно, и садится, чтобы насладиться едой. Маленький дракончик все еще голоден, и Земля потрясена тем, как много он может съесть. Земля призывает королеву фей, и она тут же появляется, называя себя его женщиной, как последняя сволочь. Она ошеломлена, увидев маленького красного дракончика, и Земля понимает, что он был прав. Дракон действительно имеет большое значение. Королева объясняет, что дикие драконы никогда не покидают границ своего королевства. Это делается для того, чтобы их ужасная сила не привела к ненужным конфликтам. Кроме того, дикие драконы отличаются от обычных драконов. Они оба чрезвычайно могущественны, но обычные драконы научились контролировать свою силу и начинают понимать, как ладить с другими расами. Дикие драконы, с другой стороны, отказались от контроля над своей силой и вместо этого предпочли изолироваться. Что еще хуже, этот маленький дракончик – красный дракон. Красные драконы намного сильнее остальных. Они являются символом своей нации и королевской семьи королевства диких драконов. Совершенно очевидно, что этот ребенок был похищен этими неигровыми персонажами, и это огромная проблема. Если королевство диких драконов узнает об этом, то неизвестно, что они могут натворить в гневе. Как раз в этот момент королеве сообщают, что красные драконы направляются к ним на максимальной скорости. Эта зеленоволосая цыпочка сходит с ума, когда замечает маленького дракончика и недоумевает, что делает глупая королева. Они немного поспорили, но Земля просто хочет знать, с какой стороны прилетают драконы. Земля отправляется навстречу с ними и поражается, насколько они гигантские. Они также внушают ужас, поскольку даже если бы один из них решил взбеситься, это привело бы к катастрофе. Дракон в ярости и способен посылать свои слова прямо в мозг Земли. Дракон хочет знать, был ли он тем, кто похитил его ребенка, но королева пытается успокоить его. Дракон заставляет ее замолчать, когда они разговаривают с парнем, у которого на голове их ребенок. Земля точно объясняет, что произошло, но дракон ему не доверяет. Земля умоляет его, и дракон просит Землю привести к ним его ребенка. Только тогда они поверят Земле из уважения к его мужеству. Королева беспокоится о безопасности Земли, но наш мальчик никого не боится. Он спокойно возвращает ребенка могущественным драконам, чтобы они признали его храбрость и извинились перед ним. Они также могут видеть воспоминания своего ребенка и пришли к выводу, что Земля не лжет. Они также видят, как хорошо Земля относилась к их ребенку, и говорят ему, чтобы он просил все, что захочет. Просьба Земли проста. Она хочет, чтобы драконы не возлагали ответственность за случившееся на королевство фей и делали вид, что они никогда даже не встречались. Драконы недоумевают, почему он хочет притвориться, что они никогда не встречались, поэтому Земля объясняет, что предпочитает мир. Ему нравится, чтобы все было красиво и спокойно, и он ненавидит привлекать к себе внимание. Огромные драконы соглашаются с его желанием и улетают обратно в свою страну. Королева действительно благодарна Земле за то, что она подумала о защите волшебного королевства. Она хочет, чтобы он вернулся в ее замок, чтобы она могла думать о нем как следует. Но у нашего мальчика есть дела, и он предпочел бы вернуться в город, а не в замок. Она хочет, по крайней мере, подвести его до города, поэтому она обращается к Пикаше. Конечно же, Земля хочет держаться подальше от любой драмы, поэтому королева обещает позаботиться о том, чтобы никто не узнал о его причастности к случившемуся. Вернувшись в восточный город в королевстве фей, Земля разочарована тем, что там почти нет работы. Там находится какая-то пожилая леди, и он спрашивает ее, что происходит. Она объясняет, что спрос на работу по-прежнему существует, просто люди-авантюристы заняли все рабочие места. Все остальные концы такие же, как и этот. Эта хитрая старушка говорит ему, что если он так сильно хочет работать, то ему следует поработать там, пока он остается на ночь. В ту ночь мы увидели, что Земля согласилась и усердно работает. Дела идут довольно беспокойно, поскольку Земля – это не только официант, но и повар. Его рабочий день наконец-то закончился, так что наш мальчик получает зарплату и отправляется спать. Этот сумасшедший день начался с того, что он нашел дракончика, а закончился тем, что он стал работать неполный рабочий день в ресторане. Земля подумывает об открытии собственного ресторана и отмечает, насколько потрясающей является эта игра, ведь здесь так много всего нужно сделать. В другом месте куча людей в костюмах соглашаются продолжать вести игру. Однако есть кое-что немного странное, поскольку они, кажется, особенно заинтересованы в двух определенных людях. Пожилой мужчина сообщает им, что некто, кого они называют Эй, научился смеяться благодаря их общению с одним из игроков. По той же причине тот, кого они называют Иби, научился злиться. Мы узнаем, что на самом деле Эа – королева фей, которая становится абсолютно бесчувственной. Эб – это Рю, и она начала вести себя как избалованный ребенок.
Однако все изменилось, когда они познакомились с одним игроком. Одна женщина призналась, что она тоже участвует в игре, и все они задались вопросом, кто же этот таинственный парень. Мы наконец-то поняли, какова их цель, когда старик объяснил, что игра нужна им для продолжения обучения их искусственного интеллекта. Вернувшись в игру, Земля впервые за очень долгое время наслаждается тишиной и покоем. Это именно то, чего он хотел с тех пор, как начал играть, но он просто продолжал привлекать к себе внимание случайно. Земля признает, что это было весело, и вспоминает, как он все время бегал и играл, когда был маленьким. Однако, когда он стал старше, он стал так загружен работой, что у него не оставалось времени на физические упражнения. Не успел он опомниться, как потерял форму и впал в депрессию. Вместо того, чтобы исправлять все эти проблемы, Земля решил сбежать в виртуальную реальность, где он действительно мог много двигать своим телом, поскольку в реальном мире его тело и сердце работают не так, как раньше. Земля начинает плакать и понимает, что он не должен быть один. В итоге он просто начинает думать о вещах, которые приводят его в депрессию. Земля считает, что ему лучше, когда вокруг него творится что-то безумное, и, к счастью, он знаком с кучей сумасшедших людей. Земля отправляется на встречу с самыми безумными из них, поскольку королева-фей призвала его. Она сказала, что это срочно, но оказалось, что она просто предположила, что он захочет ее увидеть. Какой-то зеленоволосый парень в комнате представился зеленым драконом. Зеленые драконы – это дикие драконы, которые могут управлять ветром. Дикие драконы обычно избегают других рас, но они – исключение. Они менее могущественны, чем другие дикие драконы, но гораздо быстрее и проворнее. Они также могут принимать человеческий облик, поэтому иногда служат посыльными. Этот парень удивлен, что Земля не знает, зачем он здесь, и говорит, что это из-за проблемы с детенышем дракона, которого он нашел. Земля невероятно обеспокоена, и парень рассказывает, что как только малышка вернулась в королевство драконов, она почти совсем перестала есть. Очевидно, что это плохо, так как сейчас она съедает только половину того, что ест обычный дракон ее возраста. Ситуация становится еще хуже, когда она начинает просить своих родителей научить ее быть человеком. Этому зеленоволосому парню было поручено выяснить, почему она изменилась, но Земля понятия не имеет. Маленький ребенок съел целую кучу конфет после того, как нашел ее. Королева-фей указывает на то, о чем мы все думаем, а именно, что земная пища была слишком вкусной. Земля объясняет, что только что накормила ее стейком и супом, но зеленый дракон даже не знает, что это такое. Земля не знает, как объяснить, и решает просто дать ему попробовать. Этот парень-дракон сразу же полюбил еду, и теперь понимает, почему малыш больше не хочет есть драконью еду. Королева набрасывается на еду, потому что ей тоже нравится еда, и они оба просят добавки. Земля напоминает им, в чем был смысл дегустации еды, поэтому зеленый парень просит Землю приготовить ему что-нибудь поесть, чтобы забрать с собой. На Земле закончились ингредиенты, но у парня будут большие неприятности, если он не решит проблему, поэтому он отправляется за новыми ингредиентами ради Земли. Земля готовит ему вкусную еду, и дракон улетает, чтобы вернуться домой. Земля считала, что дикие драконы должны быть асоциальными, но королева считает, что Земля, возможно, только что в одиночку изменила это мнение. Земля пытается уйти, но королева сообщает, что в замке его ждет кровать. Земля догадывается, что она что-то замышляет, поэтому он уходит оттуда как можно быстрее. Вернувшись в королевство драконов, мы видим, что малышка не только снова ест, но и просит добавки. Глупые драконы не могут понять, как она снова ест, поэтому старый зеленоволосый объясняет им, что это называется готовкой. Это процесс, который делает еду еще вкуснее. Маленький дракончик просто соскучился по приготовлению пищи, а дракон-отец в шоке, так как он не знал, что еда готовится очень быстро. Человек, которого он встретил ранее, обладал таким удивительным умением. Несколько дней спустя зеленый парень пытается повторить приготовление пищи на Земле. Ему удалось добиться правильного внешнего вида, но вкус у него ужасный. Этот парень подумывает о том, чтобы попросить разрешения отправиться учиться на Землю, но его драконья гордость удерживает его от этого. Снаружи кажется что-то не так, потому что за ним наблюдает большой зеленый дракон.